Добрый вечер, дорогие друзья. Я рад видеть вас на своем канале. Напоминаю, может быть, для тех, кто смотрит не ролики по порядку, а случайным образом попал именно только на этот урок, мы с вами разбираем колоду Таро, которая посвящена или которая сделана на основании гравюр Гюстава Дере, которую выпустила компания Лос Скарабео. И пока мы с вами не нашли каких-то разбежностей между классической колодой, классической я называю колоду Райдера Уэйта, и колодой, которая посвящена Густаву Дере. Ну, если так можно сказать, посвящена ему, потому что использованы его работы. Ну, коли уже показал эти две карты, то имеет смысл сразу перейти в саму лекцию. И хочу напомнить, что мы пока еще с вами разбираем раздел Библия. Будем мы с вами разбирать все 78 карт по книгам, потому что все карты, которые содержатся в данной колоде, они разделены тематически по книгам. Вот сейчас Библия с разными сюжетами, будет у нас «Потерянный рай», будет у нас «Ад и рай» Данте, будет у нас «Рабле», Гаргантюа и Пантагруэль, будет ряд еще других книг с не менее, скажем так, известными громкими именами, чем те, что я вам уже назвал. Но давайте обо всем по порядку, переходим в Библию. 26 карт у нас всего посвящено библейской тематике, из них мы прошли уже большую часть, и сегодня с вами мы переходим к королю Пентаклей. В прошлый раз мы с вами разбирали пажа Пентаклей, то есть мы впервые познакомились с огненной мастью в библейском разрезе, и это у нас была, скажем так, некий такой собирательный образ, представленный двумя девушками, двумя царицами. С одной стороны это была Вашти, она же Астинь, с другой стороны это была Исфирь, она же Эстер. В зависимости от того, это адаптированный русскоязычный перевод или это больше перевод, или как еврейское звучание, бы даже так сказал. В целом, мы с вами еще на прошлой лекции поговорили, что у нас относится к стихии Земля, но не лишним будет затронуть эту тему и сейчас. Давайте мы перейдем непосредственно в сам урок. И вкратце, как в виде небольшого анонса, я вам расскажу, что мы будем сегодня с вами делать. Мы пойдем с вами по традиционному пути, по протоптанной дорожке. Хотя до сих пор еще у меня нет какого-то единого алгоритма, чтобы каждый урок проходил вот именно в таком ключе. То есть мы первое это разбираем, второе это, третье это, четвертое это. Нет. Бывает раз от раза отличается, и причем это не потому, что вот так мне Бог на душу положил, а потому что, готовясь к очередной лекции, я понимаю, что лучше теперь материал подать в начале с библейского текста, а в другом случае, наоборот, с какого-то общего обзора касательно той или иной карты. В общем, что мы будем делать с вами сегодня? Мы, естественно, с вами поговорим в общем. Вот нет, сегодня мы как раз с вами вначале начнем. Отличное сочетание. Возьмите себе на заметку. Мы сначала с вами прочтем то, что касается библейского сюжета, того, что мы видим на карте. Потом перейдем с вами к традиционному разбору карты вот в таком классическом понимании по Уэйту. Посмотрим с вами зодиакальный дом, какой соответствует данной карте. Посмотрим с вами и потом соответствие, что по этой карте может быть. Имеется в виду уже такие какие-то более практические, которые при раскладе могут указывать нам ту или иную стихию, как, в общем-то, это проигрывается у нас. Видите, есть еще закладочки Медоперсия, там мы посмотрим чуть-чуть такую, как некую историю. Искусства совершенно немного и биография. Биография, хотел вначале найти какой-то фильм, а потом подумал, что фильм как-то будет просто и банально. Поэтому подготовил вам отвлеченного персонажа от данной темы, отвлеченного от конкретного персонажа, которая изображена здесь, но та, которая, естественно, касается короля Пентаклей. В общем, понимаю, что все такое, какие-то загадки, тайна покрыта мраком. Давайте с вами перейдем сначала на саму гравюру. Вот сейчас, кстати, чтобы вы понимали, один из тех, по-моему, первых случаев, когда у нас сама карта занимает небольшую часть гравюры.
Я уже по аналогии с предыдущими несколькими лекциями решил сделать вот такую картинку, размещаю целиком всю гравюру Гюстава Дере и поверх нее размещаю карту с тем ее фрагментом, которое заимствовано с самой гравюры. И мы сами видим, что гравюра на самом деле она намного больше, она намного нам шире раскрывает происходящие события. И лишь маленький кусочек попадает у нас на саму карту. Название сегодняшней лекции и то, что вы сейчас видите надпись на экране, она нам уже говорит о том, что здесь изображен Кир. Кир – это мидо-персидский царь. Он еще очень часто себя называл персидским царем, но так получилось, что он завоевал Медийское царство, и в итоге он стал таким вот объединенным монархом, объединенным царем мидо-персидского государства. Внизу надпись. Это, кстати, гравюра, которую Гюстав Дере в свое время нарисовал, вырезал, а потом отпечатал для Библии. Библия есть и на французском, есть на английском языке. И внизу мы видим сами надпись, может, я неправильно читаю, «Cyrus restoring the vessels of the temple». И перевод гласит так: «Кир восстанавливает сосуды храма». Что за сосуды, что за храм, причем тут Кир? Как он относится к королю Пентаклей? Кроме того, что он тоже является царем, а это у нас король, собирательный образ, какое это вообще имеет отношение к одному и второму персонажу, и как они между собой вместе сочетаются, и сочетаются ли, и может ли что-то дополнительное нам раскрыть персонаж самого Кира относительно короля Пентаклей как собирательного архетипического образа. Обо всем этом сегодня с вами и поговорим. И давайте сейчас прям я и зачитаю, собственно, те слова, которые у нас относятся непосредственно к изображаемому на экране. У меня здесь есть ряд закладочек, они у нас все будут озвучены в разное время во время лекции. Так, вот то, что относится непосредственно к уроку. В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. То есть мы видим, под вдохновением Всевышнего Кир, который не является евреем, он не является богоизбранным, богопомазанным предводителем иудейского народа, но тем не менее он издает некое повеление, словесно и письменно. Так говорит Кир, царь Персидский: «Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа Его, да будет Бог Его с ним, и пусть Он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа, Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом и иным имуществом, и скотом с доброхотным даянием для Дома Божия, что в Иерусалиме». И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники, и левиты, всякий, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме. И все соседи их воспомоществовали им серебряными сосудами, золотом, иным имуществом и скотом, и дорогими вещами, сверх всякого доброхотного даяния для храма. И царь Кир вынес сосуды дома Господня, которые Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в доме Бога своего. Навуходоносор – это вавилонский царь, это не царь Медоперсии. Так случилось, что Медоперсидский царь завоевал затем Вавилон. «И вынес их Кир, царь Персидский, рукою Мифридата, сокровищехранителя, а он с четом сдал их Шешбацару, князю Иудину. И вот число их: блюд золотых 30, блюд серебряных 1000, ножей 29, чаш золотых 30, чаш серебряных двойных 410, других сосудов 1000. Всех сосудов золотых и серебряных 5400. Все это взял с собой Шешбацар при отправлении переселенцев из Вавилона в Иерусалим. И далее идет перечисление, кто конкретно
целая 2 глава, вся она посвящена спискам, кто пошел восстанавливать храм. И что мы с вами наблюдаем, что мы с вами прочитали? Мы, собственно, прочитали ту сцену, которая сейчас и происходит. Мы видим царя Кира, который непосредственно участвует в том, чтобы передать некогда разграбленное имущество Иерусалимского храма, разграбленное Навуходоносором, вавилонским царем. Он это имущество сейчас передает некому конкретному человеку из колена Иуды. Он передает еврею. Также издается письменный и устный указ о том, чтобы люди, которые желают переселиться обратно на свою родину, в Иерусалим, в ком Дух Господень, скажем так, взыграл, вскипел, и у него есть такое желание, повеление сердца его, он может это сделать. Мало того, он повелевает о том, чтобы каждый народ, соседи, в общем, все люди, которые не будут непосредственно туда переселяться, но будут наблюдать, как это все происходит, они помогали евреям в осуществлении их планов. Помогали физически и помогали деньгами. И речь идет о том, что так оно и происходит. Что соседи и серебряными сосудами, и золотом, и иным имуществом, и скотом, и дорогими вещами, сверх всякого доброходного даяния для храма. То есть, кроме того, что для храма давалось, просто в помощь этим людям. Вот так вот их возвысил в какой-то один момент царь Кир. И мы с вами читаем, что это было повеление, его внутреннее повеление от Господа, потому что он говорит, что все царства земли дал мне Господь. Не Ваал, не Астарта, а именно Господь. И не просто какой-то Господь, а Бог Небесный. И Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кир воспринимает это как свою личную миссию, как свою обязанность, которую он по праву теперь передает тем людям, которые 70 лет назад были переселены из Иудеи насильно Навуходоносором. Помните, с вами мы читали книгу пророка Даниила, она у нас была в карте «Сила», и там шла речь и о Данииле, и о его друзьях Сидрах, Месах и Авденаго, которые оказались в Вавилоне, а сейчас Вавилон завоеван чуть раньше Дарием, сейчас Киром, в общем-то, это правители одного и того же государства. Мы об истории с вами поговорим чуть позднее. И вот мы и видим то, что происходит на карте. Стоит еще зачитать несколько стихов, которые нам полнее раскрывают личность самого Кира. Они относятся чуть к позднему периоду. Это уже 6 глава. «Тогда царь Дарий дал повеление». В чем ситуация, в чем сложность? В какой-то момент, это же не быстро происходит восстановление, то есть дать повеление – это одно. Потом вынести сосуды из храма – это другое, хотя тоже важное дело. Собрать еще какое-то имущество, собрать обоз, людей, которые хотят туда переселиться, и все это физически запустить – третье дело. И совершенно четвертое – начать восстановление храма, которое, на секундочку, не может длиться год, 2, либо даже 5. Понятное дело, что проходит какое-то время, и вот после Кира, согласно библейскому повествованию, появляется Дарий. И некоторые враги иудеев, они ставят под сомнение перед лицом Дария, а правду ли Кир давал повеление относительно того, чтобы был восстановлен храм. Поэтому царь Дарий дал повеление, и разыскивали в Вавилоне, в книгохранилище, куда полагали сокровища, и найден в Экбатане, во дворце, который в области Мидии, один свиток, и в нем написано так. Для памяти, двоеточие. В первый год царя Кира, царь Кир дал повеление о Доме Божьем в Иерусалиме. Пусть строится дом на том месте, где приносят жертвы, и пусть будут положены прочные основания для него. Вышина его в 60 локтей, ширина его в 60 локтей, рядов из камней больших 3 и ряд из дерева 1. Издержки же пусть выдаются из царского дома.
Далее перечисляются сосуды Дома Божия, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в Вавилон, пусть возвратятся и пойдут в храм Иерусалимский, каждый на свое место, и помещены будут в Доме Божьем. И далее опять же идет перечисление, чтобы не останавливать работы при Доме Божьем, что от него дается повеление старейшинам иудейским, ну и так далее. Сколько нужно тельцов, овнов, агнца на всесожжение. В общем, это были найдены уже Дарием записи относительно того, что да, таки действительно Кир давал повеление, чтобы не только восстанавливать, дать зеленый свет восстановлению храма Иерусалимского самими евреями, иудеями, но также, чтобы и финансирование шло из царского дома, имеется в виду из дома Медоперсидского царя. И чтобы всевозможные помощи шли как финансовые, так и нормативные. Какие-то были подписаны документы, бумаги, не было никакого препятствия тому, чтобы этот храм восстанавливался. И это, собственно, то, что мы и видим с вами на этой карте, то, что происходит вокруг данного персонажа, царя Кира. И сейчас мы с вами тогда погрузимся уже в такие более традиционные значения по карте Король Пентаклей из колоды Уэйта. Будем с вами читать те традиционные значения, которые относятся к этому персонажу, к этому собирательному образу. Но, как по аналогии с предыдущими уроками, наша задача – это создать такой вот, в этом случае, ну, во-первых, раскрыть образ царя Кира, во-вторых, сопоставить один вариант с другим, потому что о Кире не так много написано. Я, конечно, почитал о нем дополнительную биографическую информацию, но там тайна покрыта мраком. Там очень много легенд по поводу его детства, по поводу его рождения. И попытаться вычленить что-то такое, знаете, что-то такое одно, как правдивое, как истинное, доподлинное, что-то было вот так вот и вот так вот, не получается. А рассказать все это множество легенд, оно скорее только нас запутает и отвлечет от главной темы. Поэтому будем с вами больше опираться на те значения, которые нам дает современная терология в этом собирательном образе. И тем самым будем сопоставлять с Киром и смотреть, насколько это отыгрывается или нет, и в какой степени. Ну и в любом случае нам это будет уже как такой конкретный персонаж в вашу копилочку королей Пентаклей. Сразу стоит еще сказать, сейчас я уже перейду вот в значение, которое мы будем зачитывать, и сразу имеет смысл сказать и напомнить, что это у нас король Пентаклей, и это у нас стихия Земля. Помните нашу сводную такую табличку? Давайте мы в нее заглянем. Она построена по принципу таблицы умножения, и я напоминаю, мы с вами уже ранее разбирали короля жезлов, и в целом все короли – это огненная масть. Все королевы – это водная масть, все рыцари – воздушная, и все пажи – это у нас пентаклевая, то есть земная масть. Соответственно, мы сегодня с вами, разбирая короля Пентаклей, стоит сразу сказать, что это, кроме того, что король Пентаклей как таковой, но он еще и обладает стихией огня, потому что все короли – это стихия огня. Это неуемное желание двигаться вперед, это захват новых территорий. Помните, что у нас по огню, особенно что касается короля, это у нас стрелец, 9-й зодиакальный дом. То есть это захват новых территорий, это движение вперед. Это вот из трех возможных огней, Овен, Лев и Стрелец, это тот, который такой стратегический, с какими-то дальними, далеко идущими планами. В общем, все то, что наиболее соответствует пониманию такого собирательного образа короля. Опять же, король жезлов или любой король со стихией огня, он никогда не останавливается на достигнутом. Ему всегда хочется больше и еще движения вперед, и, в общем-то, вот все, что с этим связано. Но у нас наш сегодняшний персонаж, он уравновешен с земной стихией, пентаклевой. А по земле, по аналогии с прошлым уроком, когда мы с вами говорили о паже пентаклей, стоит вспомнить несколько слов, чтобы раскрыть эту стихию полнее. Это у нас самая будет медленная стихия из всех возможных, с одной стороны. С другой стороны, это будет самая богатая.
Здесь далеко не нужно ходить, достаточно просто обернуться вокруг себя, буквально в голове раскинуть пару мыслей относительно того, что все, что мы имеем с вами, материальное, все, что мы можем назвать богатством, все, что мы можем назвать какими-то достижениями, это все относится к нашей матушке природе и том, что мы из нее смогли сделать, слепить, произвести, обработать, обтесать, огранить и так далее. Все, что так или иначе у нас отождествляется с богатством, в конце концов, те же золотые сосуды, либо серебряные, вынесенные из храма, они сделаны из золота, которое добыто из земли. Но они облагорожены, они вылиты, они там отчеканены, каким-то иным способом обработаны. Любое какое-то процветание, благоденствие, особенно в древние времена, оно так или иначе связано с землей. И мы с вами вспоминаем ту самую землю обетованную, где течет молоко и мед. Она подразумевает именно землю обетованную. Каждый сидит по своей смоковницей. Помните, да? У каждого есть свой виноградник. Да и в целом вы, я думаю, точно знакомы с классической колодой Терро Уэйта и вспоминайте, как часто на тех картах, особенно пентаклевой масти, где автор хотел показать процветание и богатство, как там часто изображались виноградные лозы, гранатовые деревья. Вспоминайте карту императрицы, вспоминайте девятку пентаклей, вспоминайте того же рыцаря пентаклей, да, где есть там какое-то понимание земли, вспаханного поля. В прошлый раз я говорил о том, что мы садим одно маленькое зернышко в землю, с него вырастает целый колосок. Садим колосок, с него вырастает 100 колосков. И вот, может быть, по такой геометрической прогрессии, почти ничего не делая, не прикладывая, просто имея какую-то толику терпения и способности капать в одну точку, бить в одну точку, мы можем очень быстро и легко достичь богатства. Я в прошлый раз об этом не упоминал, но в моем детстве у нас в нашей семье мы держали не только кроликов и нутрий, но еще также были козы. И в какой-то момент, неожиданно для себя я это открыл, и я думаю, это было удивлением для всей нашей семьи, как эти козы быстро плодились. Буквально там проходит 2-3 года и рождается новый, особенно когда у тебя нет задачи с тем, чтобы это поголовье пускать под нож, когда они просто размножаются, то, в общем-то, природа так устроена, что она сама себе множит. И это происходит очень быстро. И, если мы с вами не говорим о современном обществе, а возьмем там общество лет 200-300 назад, когда те же охотники добывали шкуры убитых животных, или те, кто занимался сельским хозяйством, либо собирательством, они могли вот просто из ничего, то, что природа дала, да, вот они могли брать это, превращать в деньги, превращать в какие-то ресурсы. Либо когда это был обмен товарами, либо когда это была продажа товара как такового. Я приводил в прошлый раз пример, когда маленькая вот такая вот семечка, посаженная в землю в виде абрикосовой косточки, дает через 20 лет большое огромное дерево, которое способно давать урожай по несколько ведер абрикос за сезон. Если представить, что такая у вас есть плантация из абрикосовых деревьев или, например, миндальных деревьев. Миндаль, кстати, достаточно в цене и сейчас, и во все времена находился. И достаточно неприхотливое растение, миндаль, либо тот же фундук, лесной орех. Вот если засадить им участок в несколько гектар, то достаточно только за ним ухаживать и собирать урожай, который можно выгодно продавать. И по большому счету, что это получается? Это тебе земля дает эти самые готовые пентакли, дает деньги. Вот это все, к чему я говорил. Чтобы напомнить вам еще раз, что земля стихия одновременно и медленная, но и прогнозируемая. И она олицетворяет и несет в себе богатство, она несет какие-то блага, она несет понимание, что ты вложишь, что и получишь. Даже так, ты вложишь мало, получишь много. Вложишь 10%, получишь 100%. Вложишь 100, получишь 1000 и так далее. Поэтому, когда мы с вами будем с вами говорить о короле Пентаклей, стоит тоже в голове это держать и разграничивать самого короля Пентаклевого относительно остальных мастей. Хотя мы об остальных еще не говорили особо, кроме короля жезлов,
король желаний, король, который беспокоится о своем народе, который умеет управлять желаниями, который умеет зажигать внутри людей желания, которые соответствуют его потребностям, а может даже порой и наоборот. Он может тонко чувствовать социум и направлять людей в нужное русло, двигая их к какой-то заветной цели. Давайте читать. Король Пентаклей. Признанный и опытный лидер, имеющий за своей спиной немалый жизненный опыт, представитель деловых и финансовых кругов, успешный предприниматель. Как и все короли, он олицетворяет компетентный и серьезный подход и ответственную жизненную позицию. Он воплощает огненный мужской аспект стихии Земля. То, о чем мы с вами говорили. Но в целом, если подытожить, то можно сказать, что это у нас некий такой лидер, само собой, как и все короли. Он имеет большой жизненный опыт. Почему большой жизненный опыт? Потому что он не то чтобы новатор, он скорее традиционалист. Он приверженец того, как делали отцы, делали прадеды, деды. Вот как они пахали, так и будем пахать. Почему? Потому что это земля, потому что это стабильно, потому что это прогнозируемо, потому что это наверняка. Я приводил в прошлый раз пример с банковским вкладом, например, в каком-то швейцарском банке. Это не будет нечто новаторское, типа какого-то биткоина или криптовалют, или игре на бирже. Нет. Представитель деловых и финансовых кругов, успешный предприниматель. То есть предприниматель, человек, который бизнесмен, который в этом всем вращается и его преследует успех. Король Пентаклей символизирует деловой мир в целом и указывает на подъем в делах, успех в любом предприятии, стабильную карьеру и хорошие перспективы, особенно в развитии долговременных проектов. Этот аркан вдохновляет реально оценивать ситуацию, активно осуществлять задуманное и застраховать достигнутое. Ну, это имеется в виду, если данная карта выпадает в раскладе на ситуацию. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, о чем я говорил и на прошлой лекции, когда мы разбирали пажа, что придворные карты, они очень часто указывают, практика показывает, указывают конкретного персонажа, либо нас самих в этой ситуации, либо какого-то человека извне, который может появиться в этой ситуации, с которым мы так или иначе столкнемся. Но стоит помнить и стоит также понимать, что это может быть и сама ситуация в целом. В частности, если мы задаем такой вопрос, покажите ситуации, выпадает такая карта, то, в общем-то, если иные карты не противоречат, либо не хотят нас направить в нужное русло, то можно так и трактовать. Он может обеспечить поддержку и воодушевить, дать мудрый совет. Он твердо стоит на ногах сам и может подсказать, как распутать клубок проблем. Эта фигура либо индифферентная, новое слово индифферентное, я так думаю, что это от английского слова difference, разница, а это как бы безразличие имеется в виду, да, то есть нет разницы, безразличная. Эта фигура либо индифферентная, либо благорасположенная к вопрошающему, но никогда не враждебная. В целом карта описывает стабильную ситуацию и прочную основу для любых начинаний. Имеется в виду, если такая карта выпадает нам на любой какой-то вопрос, стоит вкладываться, инвестировать или нет, как пройдет собеседование, как будет продаваться моя недвижимость, выпадая карта такая в прямом значении, может нам в целом уже говорить об успехе этого предприятия. Соседние карты покажут, насколько он будет быстрый, насколько он может быть омрачен чем-то, либо нет, отодвинут по времени и, в общем-то, еще какие-то любые другие нюансы, но в целом эта карта говорит нам как раз вот о всяческой поддержке, о том, что это либо нейтральная ситуация, либо благосклонная к нам, либо человек может быть, точно нам не мешать, а в идеале еще и помогать. Снова-таки, давайте уже сразу, может быть, и в целом обсуждать царя Кира. Мы видим, что он, хотя и являлся язычником сам по себе, он не поклонялся Господу, единому истинному Создателю. У него была своя вера, в Библии не сказано какая. Но, тем не менее, он благосклонно отнесся к когда-то завоеванному народу, не им самим, вавилонским Навуходоносором, но сейчас так получилось, что этот народ также находится в его владении, и он мог бы повести себя по-другому, но нет.
он благосклонно относится. Если бы, предположим, мы с вами несколько тысяч лет назад кто-то посмотрел бы на картах Таро, как царь Кир отнесется к тому, чтобы вынести сосуды из храма, и выпала вот такая вот карта, она бы вполне могла как раз так и трактоваться, что вот тот самый Кир, царь Пентаклей, король Пентаклей, который благосклонно относится к вопрошающему, и он всячески будет содействовать тому, чтобы данное мероприятие осуществилось. Это я уже прочитал, и давайте с вами разберем вкратце, в общих чертах, как это может проиграться в различных сферах. Напоминаю, что саморазвитие это у нас больше касается стихии воздуха, и это то, что касается нас самих, то, как мы можем поступать в той или иной ситуации. То есть, как если бы мы стали на место того самого короля Пентаклей. Либо что нам следует делать, какие в себе развивать качества. По порядку. По этой карте в саморазвитии проявляется здравомыслие, уверенное и практичное решение проблем, укрепление деловых качеств, расширение ресурсов. Давайте остановимся и разберем чуть подробнее каждую из этих характеристик. Проявляется здравомыслие. Этот персонаж, он явно не витает в облаках. Помним, стихия Земля – это нечто приземленное, практичное. Ты конкретно знаешь, что для того, чтобы тебе собрать осенью помидоры, тебе нужно весной их посадить. Все. Все предельно просто и понятно. Дальше дело техники. Как садить, куда тыкать, убывающая луна, растущая луна, поливать, накрывать пленкой или нет. Это все тонкости и нюансы. Но по большому счету все, что тебе нужно сделать, посадить в землю и обеспечить это растение надлежащим уходом. Осенью оно тебя отблагодарит. Все. Это и есть здравомыслие. Так работает любой бизнес, так работает все, что касается Пентаклей, все, что мы можем свою энергию превратить в деньги в Пентакли, так и будет работать. Для этого требуется усилие, умноженное на время. В итоге ты получаешь Пентакли. Все. Усилие, умноженное на время, опыт, эквивалентный Пентаклям. Уверенное и практичное решение проблем. В общем-то, что здравомыслие, что практичность, только что я вам сказал. Практичность, что такое? Это имеется в виду какая-то практика. Это не просто теория, это применение знаний на практике. Один, наверное, из синонимов, еще можно сказать, мудрость. Да? Чем отличается мудрость от просто знаний? Потому что мудрость – это такие же знания, но применяемые на практике. Либо на своей лично, либо ты имеешь какой-то опыт, отзывы от людей, которые применяли эти знания на практике. Теперь ты собрал ту самую мудрость и говоришь, что делая вот так, ты получаешь вот так. Вот это, в общем-то, и есть практика. Это не просто чисто теоретически сработает, не сработает, это уже проверено годами. А где это может быть проверено? В стихии воздуха, где знания, где теории, где какие-то разработки. Или в жезлах огонь, который захватывает новую территорию, еще непонятно, что там будет. Нет, это же, конечно, в Пентаклях, это в Земле. Это то, что нами уже дедами-прадедами проверено, то, что работает. Солнце всходит на востоке, садится на западе, так уже происходит миллионы лет. Мы все это сами видели, ничего другого не может быть, только так и никак иначе. Управление, точнее, и укрепление деловых качеств. Это такое, скажем, звучит несколько больше по-современному. Деловые качества, понятие такое размытое, скорее оно уже может говорить больше о том, как человек себя позиционирует, как он себя ставит, как серьезного, основательного. Расширение ресурсов. Вот тут интересно, особенно в разрезе Пентаклей. Мы где-то дальше будем с вами читать, что если мы, скажем так, перенесемся с вами в старшие арканы, то протеже короля Пентаклей это будет император. Если протеже королевы Пентаклей будет императрица, то у короля Пентаклей это император. И хотя там могут быть несколько разные, по разным версиям тарологов, разные зодиакальные соответствия, но то, что это управление по императрице, это вот мать природа, помните такой собирательный образ, все то, что дает нам матушка сыра земля, все эти богини, которые издревле существовали, и потом они создали такой какой-то общий культ Девы Марии, как матери Спасителя нашего.
Но в целом, если мы говорим о природе, это все то, что нам природа дает, все то, что она рождает щедро, в виде каких-то кристаллов, в виде урожая, в виде вот этих плодящихся кроликов в бесчисленное количество, как в Австралии целое бедствие было в какой-то момент. А задача императора все это упорядочивать, давать ему какие-то рамки, строить амбары, загоны и давать ему какое-то такое вот разумное направление, движение осознанное, не хаотичное, а чтобы вот если оно развивалось, то вот в этом направлении. Нам не надо кроликов в Австралии. Там нет естественных врагов, и это будет проблема. Нам кролики нужны в клетках. Вот здесь, в Европе, это будет удачное решение. Ну, вот примерно так мыслит император. А императрица, она мыслит по-другому. Она случайным образом плодит этих кроликов в Австралии, что превращается в настоящее бедствие. К чему я это говорил? К тому, что вот здесь есть у нас фраза «расширение ресурсов». То есть задача императора, как помните, у нас это стихия огня, а огонь, ему постоянно требуется новое топливо. Как только догорает какое-то полено, нужно подбросить новое, иначе огонь затухнет. И так до бесконечности. Если ты хочешь постоянно поддерживать огонь, твоя задача постоянно давать ему топливо. Когда мы говорим с вами о сочетании огня и пентаклей, что такое пентакли? Это Земля. Вот наш земной шар – это то, что нам дает ресурсы. Мы пока еще не освоили с вами космос, мы не можем захватывать пентакли с Марса, с Юпитера или с какой-то другой отдаленной планеты, с Альфа Центавры какой-то там условно взятой в вакууме. Нет, мы можем сейчас только распоряжаться ресурсами нашей Земли. Соответственно, стихия огня, она подразумевает захват постоянно новых территорий. В буквальном смысле территории земного шара. Если мы говорим о каком-то бизнесе, если мы говорим, коль мы с вами говорим о саморазвитии, то это может быть, опять же, как карта руководства к действию, что стоит делать, да, вот, захват новых территорий, то есть расширение. Как там вопрос бизнесмен спрашивает, что мне стоит делать, чтобы, и т.д. и т.п. Вам надо расширять свой бизнес, вам надо там укреплять деловые качества. Соседняя карта уже подскажет, что конкретно. Король Пентаклей – самый счастливый и довольный из королей. Он наслаждается успехом, богатством, всем, чего достиг, и всеми благами земного счастья. А вот тут стоит тоже остановиться подробнее, почему так, почему ни о каком другом короле так нельзя сказать. Вспоминайте предыдущую лекцию, когда мы говорили с вами, что такое пентакли, что такое вот человек по масти пентаклей, земная стихия. Мы, как написано в Библии, созданы из праха и в прах возвратимся. То есть люди, которые соответствуют в большей степени этой масти пентаклевой, они наиболее тонко ощущают этот мир. Он для них просто как продолжение их самих. Они не оторваны от земли, они являются ее частью. И для них очень важно ощущение всего того, что вот наше тело, тело человека, которое максимально соответствует стихии Земля по пентаклевой масти, это человек, который свои 5 органов чувств задействует максимально для того, чтобы осязать этот мир. Он любит глазами, он любит ушами, он любит тактильно, он любит вкусно поесть. И отсюда вот это вот ощущение земного счастья и полной степени наслаждения через свое физическое восприятие, наслаждение всем окружающим миром. Это то, на что способны в наибольшей степени только пентаклевые масти персонажи. Он действует обычно в 2 направлениях. Он неустанно совершенствует отпущенные ему природой таланты, а также активно реализует себя во внешней деятельности. Тоже, почему так? Вспоминаем с вами пажа. Хотя, конечно, паж – это персонаж, который наименее всего способен управлять ситуацией. Его задача – это учиться и подчиняться. И быть прилежным во всем, будь то в ученичестве, будь то в выполнении каких-то обязанностей. Король, конечно, уже давно это все перерос, и он контролирует ситуацию. Но вот эта вот земная черта усидчивости, усердия, способности бить в одну точку, практичности, приземленности, прагматичности, у него это никуда не делось. Оно как было у него в паже, уже задатки зарожденные, так они у него и остались, хоть он и перерос в короля. А потому он будет неустанно совершенствовать отпущенные ему природой таланты. То есть он будет продолжать работать над собой. Когда мы говорим с вами о самосовершенствовании, о саморазвитии, то по этой карте это постоянная работа, такая же, как и по пажу. Ничего не поменялось.
Да, он может восседать на троне и управлять другими людьми, но когда речь касается саморазвития, это будет человек, который развивает в себе таланты и дальше. И активно реализует себя во внешней деятельности. Но это уже, конечно, то, что присуще самому королю. То, о чем Паш может только мечтать, представляя себя королем Пентаклей, а король к этому уже пришел. Его задача сейчас просто расширять. Помните, как мы с вами читали? Расширение ресурсов, захват новых территорий, что, кстати, мы с вами почитаем об истории медоперсидского царя Кира, но можно уже буквально в 2 словах сказать, что в свое время это из небольшого вначале персидского государства, из каких-то племен пошел захват территории лидийского государства, вавилонского, я позабывал еще название, в общем, от Египта и до Афганистана, и от того же Египта до Черного моря, там где сейчас современная Турция, эти все территории были постепенно захвачены династией царей медоперсидских. То есть это было постоянное расширение. Он может производить впечатление жесткого и неэмоционального человека, для которого работа стоит намного выше личных отношений. Кстати, ни разу я не упоминал, да, еще вот мы с вами говорили про то, что воздух – это мечи, огонь – это жезлы, вода – это у нас кубки, а пентакли – это у нас земля. Мы также не говорили с вами о типах темперамента, потому что холерики – это у нас огонь, потому что сангвиники – это у нас мечи, потому что меланхолики – это у нас вода, а флегматики – это у нас пентакли. То есть флегматичный человек или человек с флегматичным характером, я почему-то сразу вспоминаю знаменитую, как она, мне кажется, знаменитая, может быть, вы о ней не знаете, и я, к сожалению, не подготовился, чтобы вам ее показать, сохранить, карикатура Битструпа. Был такой карикатурщик Битструп. И вот у него есть яркая карикатура, которая изображает 4 типа темперамента. Может быть, я вам смогу описать, а вы либо представите, либо вспомните эту карикатуру. 4 персонажа в одинаковой ситуации. Стоит лавочка, скамейка. Человек сел на лавочку, наш персонаж, в данном случае наш главный герой, он снимает головной убор и ложит его рядом с собой. И в этот момент незнакомый прохожий садится рядом на головной убор нашего персонажа. И далее реакция. Холерик, что он делает? Он просто хватает этого человека, трясет его вот так вот за грудки, показывая ему свою скомканную шляпу. Сангвиник, он берет эту шляпу, смотрит на ее забавную форму и начинает смеяться. Это у нас, напоминаю, воздух. Меланхолик берет свой скомканный котелок и просто рыдает и плачет. Он погрузился в эмоции, он не может остановиться, и тот второй человек тоже вместе с ним плачет. И флегматик, он посмотрел на этот котелок, может даже и не смотрел, он просто взял его, одел себе на голову и дальше невозмутимо курит трубку. Так вот, по Земле очень, очень ощущается это флегматичное состояние, такая вот безразличность, такой вот пофигизм, невозмутимость, и вы сразу себе вспоминаете, может быть, у вас в голове всплывают какие-то архетипичные образы таких вот. Мы дальше с вами будем еще говорить о том, как это в отношениях выглядит, как это может выглядеть в конкретных людях, но такой вот какой-то основательный, такой вот мужик, император, одним словом, да, вот он, его ничем не прошибешь, ничем не возьмешь, за ним как за каменной стеной, такой вот, в общем, не знаю, я пытаюсь своими эмоциями вам передать, каким этот человек должен быть, а если вы меня поняли. В общем, он может производить впечатление жесткого и неэмоционального человека, для которого работа стоит намного выше личных отношений. Да, то есть отношения в сторону, карьера у меня на главном месте. На самом же деле это архетип просвещенного монарха, чьими успехами и личными качествами можно восхищаться. Это просто вот такой тип темперамента, просто вот такой вот человек. Он этот котелок надел на голову не потому, что ему не жалко этого котелка, или у него этих котелков, пруди у него дядя на котелковой фабрике работает. Нет. Просто потому, что он такой человек. А что вообще, все, что ты уже поделаешь? Смят этот котелок, и что мне сейчас? Убить тебя? Или мне расстроиться? Нет, он же свою функцию какую-то выполняет. Вот одену на голову. Может быть, дома я смогу его исправить, а может и нет. Выброшу, куплю новый. Примерно так размышляет король Пентаклей. Правильный король Пентаклей.
То есть он такой просвещенный монарх, как вот тут написано. Традиционно считался благожелательным диктатором, покровителем искусств и наук, меценатом, персонификацией правителя равно могущественного и культурного, способного ценить живопись, музыку, литературу и вообще всяческие удовольствия. Вот тут странно, да, вот, ну казалось бы, король Пентаклей такой приземленный, такой основатель, ну чуть ли не фермер, да, пикап ему, там какую-то ему ферму, виллу, где-то в мексиканском сериале каком-то, вот это вот ранчо, вот это король Пентаклей. Но нет, человек, который ценит у нас живопись, музыку, литературу. А почему? Ну это же, казалось бы, вроде бы король кубков, а потому что это все влияет непосредственно на 5 органов чувств. Вспомни, да, что такое земной человек, что такое у нас человек по пентаклям. Это плоть от плоти, кровь от крови, земля. И все, чем можно насладиться через наши 5 органов чувств, это будет очень по пентаклевым. Если и выбирать диван, то тот, на котором будет очень удобно сидеть. Там будет непременно мягкая кожа, там будет самая удобная эргономичная форма, там будут ортопедические подушки, и этот диван не будет скрипеть, не будет издавать какие-то неприятные звуки. Это будет самый идеальный диван. Если вы хотите выбрать самый идеальный диван, в котором будет на самом деле удобно, не дизайнерский, не футуристичный, не аскетичный, не еще там какой-то, а вот, в общем, диван, да? На котором классно вот сидеть часами, смотреть телек, пить кофе, читать книгу, попивать коньяк, и этот диван как будто становится частью тебя, то обратитесь к человеку, который будет отождествляться с пентаклевой мастью. Он сможет сделать это наилучшим образом. Он не выберет его глазами, он сядет на нем, он посидит, он вот погрузится в эту всю атмосферу. Соответственно, отсюда и искусство. Хотя, казалось бы, это в большей степени у нас относится к стихии воды, но это то, что ласкает наш слух. Если мы говорим о каком-то фильме, о картинке, то это то, что ласкает наше зрение. Вкусно пахнущая еда – это то, что ласкает наше обоняние. И это все будет очень по пентаклевому. Поэтому настоящий король Пентаклей, он очень ценит все эти вещи. Мы с вами вспоминаем предыдущую лекцию, там, где речь шла у нас о дворцовом пире, хотя мы разбирали с вами пажа, но мы помним все эти украшения, мы помним все это величие. И, конечно, здесь, когда мы с вами читали о Кире, всего этого нет, но достаточно легко представить, что царь Кир живет в царских покоях. И хотя он в какой-то степени представлен как царь-завоеватель, но в данном случае он и выглядит скорее как такой вот просвещенный человек, особенно в разрезе того, что он разрешает народу, некогда завоеванному, отстраивать духовное какое-то место поклонения иному богу, нежели которому ты поклоняешься. Ну, то есть такой вот передовой человек. И понятное дело, что он не такой праведный в разрезе библейской истории, как царь Соломон, но в чем-то он поступает похожим образом. Он очень демократичен, он очень лоялен. И хотя в Библии написано, что на него именно Дух Господа снизошел, и он ему повелел это все сделать. Но, как мы с вами знаем, что если сердце человека черствое, невосприимчивое к этому, то, в общем-то, в благодатную почву только может упасть зернышко. Если земля черствая, то туда хоть ведро пшеницы высыпь, ни одно не прорастет. Так. Саморазвитие. Я потерял немножко. Угу. Традиционно считался, да, мы прочитали, подобно императору, вот, кстати, да, эта фраза, он олицетворяет защищенность, структуру и порядок, авторитетность и прочность. И, конечно, для меня образ императора, он совмещает в себе, внешне, во всяком случае, совмещает в себе короля Пентаклей и короля мечей. Хотя бы потому, что император, он одет в латы, у него металлические ноги, ну, у этого есть свое объяснение, отсыл к Гефесту. Но в целом, если мы говорим об императоре, то это тот персонаж, который не завоевал свое императорское, свой трон, свое кресло, а он его получил по наследству. И это очень похоже на короля Пентаклей. То есть это не тот, кто отвоевал, как король мечей,
который в походах, у которого шрам на лице, которому, в общем-то, вообще все равно, из какого кубка пить, он готов в палатках жить, у него плешь от шлема на голове уже проеденный. Нет, здесь как раз император – это, как я уже говорил, да, это продолжение императрицы. Природа все плодит, все размножает, а задача императора не дать траве вырасти за пределы дорожки. Газон, конечно, замечательно, но его нужно стричь, а дорожки нужно разбивать. И когда трава начинает все это как-то обрастать вокруг, да, это нужно постоянно контролировать. Потому что природа, она такая, она захватническая. Вспоминаем, что еще не так давно, несколько сотен лет назад, люди постоянно боролись с природой. Она так быстро отрастала, она так быстро поглощала те какие-то фермы, небольшие города людей, что на самом деле была постоянная борьба с дикой природой у человека. Там дикие животные, там где-то какие-то засухи, какой-то ветер, что-то там он сломал. В общем, вот эта вот борьба человека, вот эта социализация человека, она выглядела как император, который постоянно пытается не то чтобы противостоять, либо уничтожить природу, а скорее придать ей какие-то удобные и комфортные рамки. Так вот, король Пентаклей – это император. Он берет все, что можно взять от природы, и сделает его комфортным. Что-то в природе есть само по себе комфортное. Ну, мы все сами знаем, как приятно в летнее время, поехав где-то на юга, лечь на горячий песок и загорать. Но есть ряд других приятных вещей, когда ты отдыхаешь в Турции в пятизвездочном отеле, и там такой же пляж, но ты вдруг в какой-то момент осознаешь, что то, что тебе казалось природным, оказывается, оно поддерживается человеком. В том песке нет окурков, потому что в 5 утра услужливые работники проходят и просеивают песок. Они собирают все, что ночью оставила молодежь, так сказать. И на утро ты приходишь, тебе кажется, все замечательно и красиво. По этому поводу вспомнил анекдот, когда новый русский на заре 90-х строит себе огромный особняк, огромную виллу и нанимает рабочих, которые ему, кроме всего, должны еще сделать ландшафтный дизайн. И он говорит, хочу, чтобы вот здесь, возле озера, у меня была там прямо вот песчинка в песчинку, чтобы вот ни камушка, ничего, чтобы вот все было идеально. Он говорит, ну как мы это сделаем? Ну это же природа, оно же вот так должно быть. Не, ну вы возьмите сито, просейте, вот так вот его все отделите, чтобы оно вот было идеально. Ну они взяли сито, просеяли, все, в общем, идеально сделали. Та же ситуация проходит там со щебенкой, даже ситуация проходит с травой, чтобы я сейчас не повторялся. И когда уже наконец все закончено, приезжают гости к новому русскому, ходят и все рассматривают, какой песок идеальный, как все вот песчинка в песчинку, какая трава идеальная. А он ходит и говорит, природа, ну что поделать, природа, да. То есть вот с одной стороны то, что идеально сделано и упорядочено, оно может восприниматься естественно, как природа, как те самые турецкие идеально чистые пляжи в пятизвездочных отелях. Хотя природа несколько по-другому выглядит, да. В общем, задача императора – это все облагораживать, упорядочивать, создавать какие-то рамки, границы разумные. Это и присуще королю Пентаклей. Так, надо ускоряться, потому что, смотрю, уже час времени, а я как-то совсем углубился в эту всю тематику. Давайте ускоряться. Так, король Пентаклей символизирует неприходящие ценности, то есть он традиционалист. Это нам на будущее, мы еще когда поговорим об отношениях, это тоже будет важно. Карьера. Карьера – то, что прям по жезлам у нас происходит. Король Пентаклей – это умный руководитель, усилия которого сосредоточены на приумножении, оберегании, накоплении, защите. И я уже не в одной лекции с вами говорил, когда мы переходили с вами в разрез финансов, да, я говорил, что такое финансы? Это у нас, те же пентакли, это какие-то деньги в буквальном смысле. Что такое деньги в современном понимании? Это энергия. Что значит энергия? Это значит, что мы свою энергию, умноженную на единицу времени, превратили в пентакль, превратили в деньги. То есть я умею что-то делать, например, вязать. Я могу вязать, я трачу свою энергию в буквальном смысле, мне для того, чтобы вязать, нужно покушать. Я вяжу в течение 8 часов в день и превращаю потом это в какие-то носочки, какие-то пинетки, какие-то там ползунки, что-то еще для детей маленьких. Продавая это, получается это пентакли.
Так вот, обращение с деньгами, я неоднократно говорил, что оно подчинено 3 таким главным законам. Это зарабатывание денег, это сохранение и приумножение. Вот когда мы говорим с вами о карьере и в разрезе короля Пентаклей, то это вот прям такой вот запах денег, как такого типичного банковского, не просто работника, да, вот такого высшего уже персонала, как того человека, который, ну, чуть ли не устанавливает законы, какие-то нормы и порядки относительно того, как в этой структуре зарабатывать деньги, как их приумножать, как их сохранять. И, в общем-то, авторы этому и вторят, говоря о том, что он сосредоточен на приумножении, то есть рост, на оберегании, ну это как, да, чтобы никто не взял, не украл, чтобы оно никуда не делось. Условно говоря, тоже сохранение, как я говорил. Накопление, ну, накопление это у нас не столько приумножение, сколько скорее просто чтобы оно поступало. Это как зарплата, да, вот вы, получая зарплату, получаете ее какую-то стабильную, это просто идет накопление. Сохранение – это потратить как можно меньше зарплаты, а приумножение – это, у меня получается уже за год какая-то сумма накопилась, какая-то сумма собралась. Ее было бы неплохо как-то приумножить. И дальше включается уже король Пентаклей в голове, и он думает, как эту деньгу приумножить. Значит, король Пентаклей – это практический организатор такого уровня, по сравнению с которым у всех других королей 7 пятниц на неделю. То есть, что имеется в виду? Да? Что ни король мечей, ни король жезлов, ни король кубков подметки не годятся практичности. Это человек, который не потратит лишнюю копейку. И когда тут говорится 7 пятниц на неделю, имеется в виду, что сегодня он хочет одно, а завтра он другое, послезавтра третье. Еще одна черта, которая у нас прямо с пажа Пентаклей тянется. Почему? Потому что такая стихия, земля. Вот так вот я буду работать и все. Я вот знаю, вспоминаю историю из какого-то фильма, когда, название не помню, папа главного героя всю жизнь покупал лотерейные билеты. И постоянно писал одну и ту же цифру. Постоянно. И изо дня в день, и из года в год, либо каждую неделю, я уже не помню, сколько он покупал. И каждый раз он проигрывал. Но однажды он смог выиграть тот самый заветный джекпот, несколько миллионов долларов. Вот вам типичный пример короля Пентаклей вот в такой какой-то узкой взятой сфере. Любые другие бы короли, они бы уже давно переключились на что-то другое. У них уже 100 раз возникла мысль, у короля мечей одна, у жезлов другая, у водного третья, по поводу того, почему этого не стоит делать. Но король Пентаклей, вот он именно такой. Практический организатор, да, вот такого уровня. Ну, тут, конечно, не об организации труда, но мы о ней, кстати, поговорим с вами в заключительной части, там, где я подобрал биографию одного интересного персонажа. Надеюсь, интересного. По этому аркану мы осознаем ответственность, которая приходит вместе с обладанием чем-либо. Тоже немаловажный момент. Мало того, что ты король, ты уже не просто предприниматель, ты не просто там какой-то форцовщик, то есть ты уже понимаешь, что обладая чем-то, у тебя появляется ответственность. То есть, когда мы говорим об императоре, помните, да, это и забота, это и ответственность. То есть, это такой своего рода папа, что ли. Почему? Я говорил уже, да, что за ним, как за каменной стеной. Это вот про короля Пентаклей. Потому что человек, коль он уже имеет это во владении, а, кстати, по Пентаклям, мы будем говорить с вами дальше, когда будем говорить про отношения, по Пентаклям это очень такое вот земное ощущение, что это мое. Вот то, что находится на моей территории, то, что попало в мое поле зрения, то, что я так или иначе считаю своим, оно прям мое. Все, никто не отберет, никому не отдам. Попишу, порежу. И это ощущается не только в моменты посягательства, но и в моменты, по прямому королю, моменты ответственности. То есть такой человек, он по королю Пентаклей, кошка, он, в общем-то, будет всячески заботиться о своих подопечных. По этому аркану, это мы уже прочитали, значит, именно король Пентаклей с его чувством реальности понимает, что значит слова «мы сами в ответе за тех, кого приручили». Я думаю, что вы неоднократно это слышали. Естественно, это чаще всего фраза относится к животным, к зверушкам, подобранным с улицы. Да, мол, коль ты его уже подобрал, приручил, тебе с ним хорошо, ни в коем случае даже не вздумай в мыслях своих выгнуть его обратно на улицу. Все, ты за него в ответе.
Так вот, подобная вещь может относиться, ну, не вещь как-то, пословица, а относиться к любой вещи, к любому живому существу. В общем, везде, куда вот щупальцы короля Пентаклей-то тянутся, он это считает своим, и эта формулировка, эта фраза к нему относится. Он уже в ответе за то, что попало к нему в его владение. Кстати, да, вот по этому персонажу очень хорошо ощущается. Вполне возможно, что он эту тему знал, он это ощущал тему, да, вот насколько плохо было иудеям. Опять же, помним пророка Даниила, который там рядышком был, возможно, где-то там он что-то шептал на ухо, насколько это возможно. Или просто вот он тонко чувствовал, скажем так, своих подопечных, потому что, не помню, будет эта фраза или нет в истории о медоперсидском государстве, но он очень лояльно относился ко всем религиям. Не было такого, что он завоевал огромные территории и пытался насадить там одну какую-то веру, поклонение Ваалу или поклонение там какому-то другому божеству. Нет, очень так демократично и разрешалось исповедовать свою религию и поклоняться своим богам. Вот это может, с одной стороны, показаться странным, либо, наоборот, дальновидным, таким вот продуманным шагом по мечам. А с другой стороны, если смотреть на все в разрезе Пентакля, то ты понимаешь, что человек просто, он был в ответе за тех, кого приручил, и он понимал, что так людям хорошо. В конце концов, возвращая эти сосуды храма и давая повеление устное и письменное отстроить храм, он думал в первую очередь о тех, кто находится в его власти. Эти люди никуда не денутся. А того, что они переселились в Иерусалим, это не значит, что они перестали быть частью его большой империи. Нет, они также и оставались, но он позволял в рамках этой империи людям чувствовать себя как дома. Финансы. Это карта несомненного успеха в денежных вопросах. Ну а как иначе, да? Понятное дело. Если вопрошающий берет на себя ответственность за использование своего капитала, у него есть все шансы достичь благополучия и процветания. Вот такая тоже, постановка вопроса, если то, да, если ты берешь ответственность за использование капитала, то есть не просто ты его профукаешь или там на авось как-то, нет, тут вот сквозит такая, да, вот формулировочка, чтобы это было осознанно, чтобы это было продумано, не бездумно, то тогда ты можешь достичь благополучия и процветания. То есть никаких там финансовых пирамид, никаких необдуманных вложений. Нет, все по земле. Будет неспешно, медленно, но гарантированно и стабильно. Финансовая стабильность и уверенность. Крупный выигрыш, наследство, выгодные сделки, стабильный доход. Ну, в общем, все, что касается денег. Условно говоря, это ответ «да». В прямом значении, если вопрос касается финансов. Как совет по этой карте в плане финансов, это четко управлять материальными ресурсами, не пускать вопрос на самотек. Понял, да, что короли все контролируют. Это не паж, которому сказали, он делает. Нет, король запускает эти свои щупальца в хорошем смысле, такой некий спрут. Мы в ответе за то, что мы приручили. То есть, если это уже находится в моей компетенции, то я буду его контролировать. Направить энергию на развитие долговременных проектов, то есть это игра в долгую, взять калькулятор и все подсчитать. Это чуть-чуть уже сквозит такая с мечом, да, с королем мечей. То есть включить логику, разум и все подбить. Предостережение. Это был совет, это как предостережение. Жадность и лицемерие, цепляние за достигнутое и нежелание расширять свои взгляды, чтобы увидеть дальнейшую перспективу. То есть это имеется в виду, когда, помним, да, что у нас все короли – это жезлы, это огонь, это движение вперед. И пусть это будет медленное распространение, захват территории, но все же он будет, невозможно остановиться. Так вот, в перевернутом значении, да, это как предостережение, условно говоря, если воспринимать, то это что не стоит останавливаться, нужно дальше двигаться, нужно дальше расширяться. Наоборот, опять же, жадность, да, по этому перевернутому королю, такое может быть. В отношениях, как этот персонаж может выглядеть. Как сигнификатор короля, король Пентаклей описывает серьезные, продолжительные и зрелые связи между людьми, обеспечивающими друг другу развитие, благополучие, социальный статус и уверенность в завтрашнем дне. Такое длинное предложение, но если его обобщить, то это вот такое вот: основательность, стабильность, надежность. Я не знаю, если вам нужно что-то запомнить, кроме того, что
за ним как за каменной стеной, то запомните эту фразу, и она будет сразу у вас в голове всплывать, как только выпадает данный персонаж. Дальше можно просто тему эту развить, уже растянуть ее, добавить какие-то синонимы, накидать контекста. Но в отношениях это выглядит именно так. Либо отношения сами по себе такие, они основательные, стабильные, неспешные, но это вот с таким взором в будущее, в далекое. Это как империю построить, медоперсидскую, огромную. Передать из одного поколения в другое, там, от Дария к Киру, от Кира там, к Артаксерксу и так далее. Весьма консервативные взгляды на взаимоотношения полов. Он ценит постоянство и любовь, но если не сложилось, то купит должное отношение к себе за деньги. И, может быть, в негативном перевертном значении может такой некий папик, да, вот у нас проигрываться по этой карте, то есть человек, который покупает любовь за деньги. Не исключаю, что это может вполне устраивать обе стороны. Абсолютно, да. Но при этом человек такой консервативный в своих взглядах, то есть такой вот в чем-то иерофант, я бы так сказал. Это патриарх, защищающий семью и традиционные ценности. Для него главное – дела, а не слова, мечты или благие намерения. Он не стыдится своих телесных удовольствий, находится в полном контакте с тем, что испытывает. И, в принципе, многих патриархов, которые мы сами уже затрагивали в библейских историях, помните, Авраам, Исаак, либо Иаков, у которых было очень много скота, которые так сильно разрастались, это вот были такие себе типичные короли Пентаклей. В буквальном смысле, вот они прям возле земли росли, они от этой земли питались, и эта земля, она просто расширяла их владение до каких-то невообразимых пределов. И при этом они и были такими сами по себе патриархами, то есть такие вот традиционные устои, вот особенно это чувствуется и в плане веры, поклонения, да, вот Бог отца моего Авраама, Бог моего дедушки, там, ну и так далее. В негативном, в перевернутом значении, в реверсе, что может быть по этим картам в общем? Это распространенное значение перевернутого короля Пентаклей, опасный человек, безжалостный и бесчестный конкурент. В общем и целом, это дух опасности и коррупции, порока и алчности. Вот тут я себе в скобочках написал Дон Корлеоне. Вот если мы вспомним Коза Ностра, вспомним с вами все эти фильмы, где так или иначе фигурирует мафия, итальянская, сицилийская, то это очень похоже с таким же патриархальным обществом, с такими же какими-то своими законами, устоями, принципами, нормами морали. Но там сплошь, да, вот может быть коррупция, убийство, взяточничество, то есть там очень много пентаклевой темы, которая прям замешана на, ну, как такие искаженные нормы морали, что ли, да? Они свои есть, они присутствуют, то есть вот семья в широком понимании этого слова, не буквальные родственные связи, а туда входили и всевозможные группировки, которые также считались частью семьи, той самой большой семьи. Это вот четко такое указание в негативном прочтении, те самые структуры. Вероятность получения жизненных благ, но цена оказывается чрезвычайно высокой. Последний пиджак без кармана, да, вот есть такая фраза, она сюда очень применима, когда человек готов просто столько нагребать под себя, такой вот король, перевернутый король Пентаклей, он не может остановиться, у него отсутствуют какие-то границы, да, король никуда не делся, он как был, так и есть, степень влияния управления ситуацией присутствует. Желание и возможность постоянно расширять свои границы и пределы есть. Вопрос только в том, а на что он эти деньги использует и какими методами. Ну, мы, когда перейдем в зодиакальный дом, мы чуть еще поговорим с вами о степени развития этого самого дома, но сразу можно об этом сказать. Ни о каком бескорыстии в данном случае не может быть и речи. И включается 8-й дом. Вот во всех этих персонажах 8-й дом – это у нас, помните, Скорпион, это у нас рождение, смерть, это резкая смена каких-то эгрегоров, поэтому 8-й дом, в общем-то, когда человек очень резко может переключиться с одного на другое. Особенно это ощутимо было с тем самым Доном Корлеоне, Коза Ностра, мафией, когда постоянно хождение на волоске жизни и смерти. Мы с вами уже говорили об этом, кстати, ну, в разрезе положительного персонажа, 8 жезлов, когда мы с вами разбирали Самсона.
Это указание на то, что вопрошающий не хозяин положения. А может и такое быть. То есть мы понимаем, что короли, они управляют и контролируют ситуацию. Их в перевернутом значении они также могут ее контролировать, но такими жесткими методами, либо негативными для вопрошающего. То есть кто-то, кто находится внутри мафии, правая рука Дона Корлеоне, для него это неплохо, для него это будет прямой король. Но в целом и общем, как персонаж для общества, этот человек будет негативно перевернутым королем. Но может быть и обратная ситуация, когда человек может быть фиктивный, то есть король-то голый. Король, по большому счету, кажется королем, он может себя таким мнить. Но взгляд со стороны говорит о том, что он не контролирует ситуацию, он не в состоянии ее управлять. Можно, вскользь буквально, чтобы далеко не ходить, вспомним самую прошлую тему, альтернативную историю, когда мы разбирали саму Вашти, что на самом деле она была такой могущественной царицей, и все, что Артаксеркс против нее замышлял, это дабы свергнуть ее с царского трона и занять все эти земли полностью. Да, вот то в какой-то степени можно было бы сказать, что тот, кто был король, который не контролирует полностью ситуацию, который не управляет ее совершенно. И это проявилось, потому что Вашти отказалась, в общем-то, ему подчиняться и явиться пред лицо его. Это указание на то, что вопрошающий, не хозяин положения, возможно, у него плохая финансовая и деловая репутация или ему грозит финансовый крах. Иногда эта карта может указывать на недалекого прагматика, демонстрирующего поверхностный деляческий подход. Вот так. Так, предлагаю сразу перейти в зодиакальный дом. Зодиакальный дом под номером 2. То редкое в последнее время у нас явление, когда мы с вами говорим о стихии какой-то определенный, будь то там огонь, либо земля, и зодиакальный дом у нас соответствует этому. Помните, что с пажом у нас так не срослось, например, да, у нас там были близнецы, но если вы помните, то у нас там еще также присутствовал Меркурий, а Меркурий у нас, он был в подвижном кресте, а это у нас как раз сочетание близнеца и девы. Поэтому, второй дом. Второй дом это у нас телец, и сразу гляньте в натальной карте, второй дом у нас отвечает за финансы и таланты. Второй дом. Включение второго дома означает открытие глаз человека. Он обнаруживает, что имеется субстанция, отличная от него самого и способная, с одной стороны, ему служить, удовлетворять потребности, доставлять удовольствие, а с другой – лишать, ограничивать и угрожать. Что за субстанция такая, да? Непонятно. На обычном языке она называется внешним миром, а необходимость ее восприятия – принципом реальности. Это то, чего, в общем-то, в таком вакуумном описании был лишен первый дом по Овну, когда вот был только я и все, и отсутствовал какой-либо внешний мир. Он мог проявляться уже там на третьей, четвертой, скажем так, ступени развития. Но второй дом, он четко уже включает внешний мир и необходимость с этим миром взаимодействовать. Во второму дому у человека часто идут ближайшие родственники, которых его любящее сердце считает своей полной собственностью и отказывает им в самодовлеющем бытии, отличном от растительного, не говоря уже о свободе воли. Это особенно типично для женщин в отношении их мужей и детей. И вот тут очень такая земная тема, это очень похоже на короля жезлов, это очень похоже на императора, это очень похоже на все то, что мы читали о короле, когда идет захват территорий, когда мы в ответе за тех, кого мы приручили. Коль вы уже находитесь на моей территории, в моем владении, в моем подчинении, я вам дал кровь, пропитание, жилье, то я буду делать с вами все, что посчитаю нужным. И теперь уже только, так сказать, в милости Божьей. Либо это будет прямой король, либо это будет перевернутый. Конечно, в перевернутом пахнет прям деспотичностью и эгоизмом, а в прямом значении под крылом такого властителя может быть даже очень и очень хорошо, что мы с вами и увидели на примере Кира, благодаря которому именно и случилось установление храма. По второму дому идет существенная часть программы внешнего самоутверждения, касающейся уровня достижения человеком ценности внешнего мира. Программы подсознания, управляемые вторым домом, более глубокие, чем программы первого дома.
Они определяют самочувствие человека в среде, его отношение к ней, ее восприятие и поведение в ней. И я бы так сказал, это базовый будет дом, который будет у нас почти постоянно присутствовать. Как только у нас будет выключаться какой-то из вспомогательных домов, 11, 7, 8, у нас априори по умолчанию, кроме каких-то крайне редких случаев, когда мы находимся в одиночестве и вообще забываем о том, что существует внешний мир, существует Господь Бог, а мы вот поглощены самим собой, да, вот в первом доме, то во всем остальном у нас в нашем современном обществе у нас будет звучать второй дом. То есть еще одно такое намек, упоминание, да, что мы все сами ходим по земле. То есть мы вот люди земли, мы из праха созданы, и поэтому вот эта вот тема по Тельцу, тема Пентакля по второму дому, она очень хорошо нам знакомо. Это прям мы и есть, как таковые. Потому что, значит, что там у нас идет? Существенная часть программы внешнего самоутверждения. То есть по второму дому мы с вами утверждаемся вот в этом социальном каком-то обществе в большей степени. И достигаем там какого-то уровня каких-то ценностей. И далее мы сейчас с вами поговорим о четырех уровнях прокачки того самого второго дома. На первом уровне у человека преобладает чисто потребительское отношение к окружающей среде. То есть, если мы помним, что в первом доме у человека напрочь отсутствовало понимание, что есть внешний мир, то во втором доме он непременно присутствует, даже на первом уровне. Но идет чисто потребительское отношение к окружающей среде, то есть только мне. И это, кстати, тоже по Пентаклю, но вот такому, по перевернутому, да? Помните, мы читали сами в реверсе? Это и жадность, и алчность, и все подмять под себя, подгрести. Опять же, те же самые Коза Ностра, да? Вот мы не берем их взаимоотношения внутри клана, внутри семьи, а то, как они внешне выступали для общества, они же таким образом и действовали. То есть они старались заходить в все новые и новые какие-то сферы влияния, территории, там отжать, тех убить, тех поработить, на тех надавить, запугать, им дать взятку. И все это было вот такими перевернутыми методами. Поэтому можно с полной уверенностью утверждать, что второй зодиакальный дом в первом уровне прокачки и соответствует как раз тем самым мафиозным структурам. Он хочет извлечь из нее, имеется в виду из окружающей среды, максимум благ и удобств, игнорируя законы ее развития, а точнее полагая их отсутствующими. То есть воспринимая среду как костную, мертвую, не изменяющуюся вообще и от его взаимодействия с ней в частности. Ну, то есть рыба как ловилась, так и всегда будет ловиться. Железо как находилось, так и не исчерпается. А вообще после нас хоть потоп. При этом смена ценностей бывает обычно практически полностью сформирована сознанием и подсознанием соответствующего социального слоя. Ну, то есть, если вырос человек в трущобах, да, и вот он там выбился в мафию, и он стал там частью этой семьи, то вот еще одно подтверждение, да, что человек будет совершенно целиком и полностью исповедовать постулаты вот этого социального слоя. И никакая иная не мыслится и не имеет права на существование. То есть, вот эта вот закоснелость, традиционность, помните, да, по Пентаклям, традиционность во взглядах, и она, к сожалению, может быть и в перевернутом значении. То есть, человек, вот он уперся, что вот так вот надо. Все, и по-другому никак, и не переубедить его. Лучше иметь, чем не иметь. Иметь значит безраздельно владычествовать, подчиняя любой своей прихоти. Доверять можно только тому, что полностью принадлежит тебе. Лучше брать, чем давать. А давать следует лишь в долг или обмен. Все остальные люди думают ровно так же. Это примерно несколько постулатов, которые соответствуют первому уровню прокачки. И я бы так сказал, уже я об этом говорил, что это в большей степени будет соответствовать перевернутому королю Пентаклей. То есть, помните, Иисус Христос в Новом Завете говорил: «Блажение давать, нежели получать». И мы с вами, я надеюсь, мы с вами знаем, что как приятно делать подарки, особенно когда от тебя никто их не ждет, и когда человек тебе не ответит взаимностью. То есть подарок, который сделан в одну сторону. Обратно ничего не получишь. По ряду причин, не будем сейчас на этом заостряться. А тут наоборот, что лучше брать, чем давать. Если давать, то только в долг или обмен. Ну, то есть имеется в виду поиметь выгоду с этого.
Все остальные люди думают ровно так же. То есть все одним миром мазаны, все вот под одну гребенку. Человек не представляет, что какие-то вообще люди могут быть другие, по-другому мыслить, с другими ценностями. Второй уровень прокачки второго дома. Осознает такой человек ограниченность возможностей внешнего мира по отношению к аппетитам его эго. То есть, если до этого человек мог просто брать, то есть все зависело сугубо от него, вот он индивидуалист, и вот сколько он сможет взять в свои две ладони, вот сколько он загребет, это все его. Если не загреб, то значит только потому, что не смог. А тут приходит осознание того, что, оказывается, мир он как-то ограничен, что у тебя может быть потребностей больше, чем тебе мир способен дать. И человек такой стоит на позициях разумного потребления. Общая этика по большей части тоже социально наведенная. Но человек позволяет себе, например, под влиянием импульсов совести отступление от нее. Имеется в виду, что человек воспринимает уже окружающий мир как нечто, если мы говорим там, о природе, это какое-то бережное отношение. Если мы говорим о ресурсах, то они могут быть исчерпаемы, они могут быть скончаемы. Если мы говорим о других людях, то значит у таких людей, возможно, появляется другое отношение к данной ситуации и вопросу. В общем, такие проблески сознания уже намечаются на втором уровне. Третий уровень прокачки второго дома. Человек начинает ощущать себя как неотъемлемую часть внешнего мира. Вот это уже новость. Если мы вначале говорили, что человек, он вообще второй дом это я, а внешний мир фоном идет. Так вот, здесь человек ощущает себя, свое «я», уже как часть мира. Он уже не разделяет, как типа вот есть я такой эгоист, и теперь я должен для себя захватить как можно больше, запустить свои руки, щупальца как можно дальше. То здесь человек понимает, что он часть этого всего общего. А его как нечто живое, имеется в виду, мир воспринимает, развивающееся, одушевленное и во многом осмысленное существо, сильно в нем человеке нуждающемся. Ему кажется, что когда он делает все правильно, погода улыбается, а если плохо, то хмурится. А в минуты уныния и разочарования окружающий мир словно пытается его поддержать и наставить на путь истинный. То есть такой человек на третьем уровне, он очень хорошо и тонко чувствует внешний мир, социальный мир. И он является не то чтобы его продолжением, а сам человек является частью этого мира, единым организмом. Жизнь становится значительно ответственнее и требует большего внимания, а промахи обходятся существенно дороже, чем раньше, по внутреннему ощущению. Материальные ценности становятся важными не сами по себе, а как вспомогательные средства, обеспечивающие человеку необходимые для его целей условия, главное из которых – свобода духовного развития и самовыражения. А вот это вообще нонсенс. В пентаклевой масти осознание того, что вообще тебе нужно духовное развитие и самовыражение. Мало того, что должна еще быть какая-то свобода в этом, и человек материальные ценности теперь направляет как ресурсы, как энергию. Помните, мы говорили, что пентакли – это энергия. Теперь человек эти деньги, буквально в смысле доллары, золото, он направляет на какие-то главные цели, одна из которых, или главная из которых, является свобода духовного развития и самовыражения. И вот это очень похоже, мы сейчас до четвертого еще дойдем, но я считаю, что третий уровень, это очень похоже будет на царя Кира. Именно он свою власть, свое могущество, свое положение короля Пентаклей использовал для того, чтобы дать свободу духовного развития и самовыражения, в частности, еврейскому народу. Что такое храм? Что такое отстроить храм и дать возможность поклоняться своему Богу? Ты за это ничего не получишь, никакой выгоды. Это вообще нельзя потрогать и пощупать. Что такое вера? Что это такое? Что тебе за это упадет, если мы не говорим о каких-то перевернутых значениях, когда на это можно зарабатывать? Ничего тебе это не дает. Но мы понимаем, что человек, дойдя до этого уровня, он расценивает себя, во-первых, как часть, неотъемлемую часть мира. То есть он понимает, что вот это его царство, вот этих 127 областей, которые теперь у него,
они его на самом деле. Он ощущает, что это его собственность. Но не как та, с которой можно взять, а та, которую можно отдать. И он понимает, что теперь он в ответе за тех, кого он приручил. И включается еще у него ступенька такая, что он понимает, надо теперь материальные ресурсы направлять на какие-то главные глобальные цели. Не строительство храма, не полугодичный какой-то пир для всех вельмож, нет. Для какого-то духовного, для чего-то высшего. Вот он даже говорит вначале, да, что Господь ему явился и повелел, и сказал, где король Пентаклей в первом уровне развития, а где явился ему Господь и сказал. Он бы от одной мысли, что ему такая в голову пришла, он бы сам над собой смеялся, глядя в зеркало. 4 уровень. Человек сильно расширяет свои представления о внешнем мире и среде, включая в них наряду с материальным также и тонкий мир. То есть человек как бы разделил теперь вообще, что мира есть два. Есть материальный, физический, вот ощутимый, который можно потрогать, в котором мы живем, ходим на работу, а есть какой-то тонкий мир, где деньги вообще не в ходу. В частности, его астральные и ментальные планы. На этом уровне человек воспринимает внешние события как символические отражения процессов, идущих во внутреннем мире, и умеет связать эти два мира воедино. Я уже неоднократно с вами говорил по поводу 4 уровня, что люди, находящиеся на этом уровне развития, это человек уровня Бог, гуру, мастер, маэстро, называйте как хотите. И люди на этом 4 уровне развития, они не сильно это отличаются от того, это 1 дом, это 7, 11 либо 12. У них очень хорошо ощущается понимание кармы, понимание какого-то высшего предназначения, связи с духовным, связи с Богом. Просто они по-разному приходят к этой реализации. Кто-то через там пентакли, через понимание, ощущение того, что это все мое, я этим всем управляю, но я не отсюда должен взять, я должен туда отдать. А что я туда могу отдать? А я могу отдать за счет материальных ресурсов какие-то там блага, ну, условно говоря, построить храм, да? Построить церковь, чтобы туда люди ходили и поклонялись. Вот у меня есть на это возможность, я могу это сделать. Ну, в общем, то, что сделал царь Кир. Человек видит иллюзорность материального мира как символического образа мира тонкого, но одновременно видит людей как духовные существа, живущие одновременно на тонком и материальном планах, даже если они не подозревают о существовании первого из них. То есть человек уже даже немножко и выше стоит над своими подопечными, например, в своем царстве, в своем государстве. Он понимает, что людям это надо. Я построю храм, и люди, может быть, еще и не осознают и не понимают, для чего им это надо, но я-то вижу, что они не просто люди. Это не просто тела, ходящие на работу, тяпками, мотыгами, возделывающие землю, чтобы я получил от них урожай. Нет, у этих людей есть еще второй тонкий мир. Тонкий план какой-то астральный, ментальный. Они, может быть, об этом и не знают, не подозревают, но они это поймут, когда я построю храм, когда там будут какие-то вещаться высокие слова, будут идти какие-то проповеди, будут там молитвы, будет все-все-все, и люди поймут, что мир, он не только заключается в том, чтобы поесть, поспать и родить детей, он несколько шире. Да, это все есть, но какие-то другие цели должны быть. И в итоге вот на 4 уровне человек, обладая вот этими ресурсами, и либо используя их, он направляет их как деньги, как энергию используя для того, чтобы развивать вот эти вот самые цели. Сильный 2 дом дает человека, помните, да, есть дом сильный, слабый, гармоничный и пораженный. Сильный 2 дом дает человека, в котором очень заинтересована окружающая среда. Он постоянно привлекает ее внимание и активность, что может ему нравиться или не очень, но без этого он скучает. Сильный 2 дом, кармический, означает необходимость следования своей системе ценностей, отличающейся от общепринятой, но ее нужно тщательно вырабатывать и отстаивать перед миром и самим собой. Это примерно будет соответствовать где-то вот 3 уровню развития по зодиакальному дому. То есть, когда человек не использует мир потребительски, он уже осознал, что мир внешний он является частью этого внешнего мира, но у него также, соответственно, он отходит от каких-то общепринятых социальных норм. Особенно это на 4 уровне может ощущаться, когда в целом все общество может деградировать, но один лидер
Один такой король Пентаклей может дать такой мощный духовный толчок путем того, что он отстроит храмы, он что-то создаст, облагородит, как император, да? В буквальном смысле он сможет что-то такое создать, условия какие-то, где появятся иерофанты, где появятся там какие-то проповедники, которые будут народ поднимать, взращивать духовно. Школы какие-то откроются, например. То есть вот это он все сделает. Просто до него пророки бы просто на улицах вещали, а так они в школах это будут делать, организованно. Слабый второй дом дает человека, живущего в большой мере в вакууме, но его это не тяготит. Наоборот, слишком бурная внешняя жизнь, слишком большая и особенно непредсказуемая активность внешней среды приведет его в ужас и смятение. Слабость второго дома означает малую потребность в благах окружающего мира. Некая такая противоположность. Сильный второй дом дает человека, который очень заинтересован, в нем заинтересована окружающая среда. Это как настоящий король Пентаклей. В нем нуждается общество. Да? Он именно тот благодетель, который будет давать деньги, будет давать ресурсы, будет развиваться в те все направления, чисто на материальном, ощутимом плане, которые помогут обществу и духовно развиваться. Я еще раз говорю, да, то пророки выходили и вещали на каких-то улицах, там, в городах, в воротах, а тут школы созданы, какие-то университеты, там, интернет появился, это все идет там как-то централизованно. То в слабый второй дом человек как бы, ну, вообще все это не надо. Он старается оградиться от внешнего мира. Ему в том числе и материальные блага могут быть не нужны. Единственное, что плюс какой может быть в этом, что это может привести к такого своего рода к отшельнику, да, человека. То есть он может углубиться во что-то такое духовное, материальное, и это приведет к какому-то личностному росту, саморазвитию. Гармоничный второй дом дает человека, который с полной взаимностью пользуется любовью окружающего мира. Он любит красиво одеваться и украшать собой пространство вокруг себя, привлекая внимание противоположного пола и почти бескорыстно. И часто бескорыстно, почти бескорыстно. Его по большей части вполне устраивают восхищенные взоры, не переходящие в более тесный контакт. Скажем так, такой любимчик публики, да? Вот, кружите меня, я такой красивый, замечательный, вот я такой весь из себя. В общем-то, гармоничный человек, и он не будет, если мы говорим о взаимоотношениях, там, пользоваться такой своей популярностью, ему достаточно будет восхищенных взглядов. Ему нравится красота и гармония в окружающем мире, и он настроен на их восприятие. Поэтому мир не только улыбается ему больше, чем другим, но и предстает существенно гармоничнее, чем другим. Вот эта тесная взаимосвязь между внешним миром и внутренним. Когда, помните, на третьем уровне прокачки второго дома человек осознает себя частью внешнего мира. Так вот, у него реже, чем у остальных, ломается обстановка, на отдыхе портится погода, а на улице попадаются лужи. А те, что попадаются, имеют крайне эстетичную форму и содержат в себе совершенно чистую и прозрачную воду. Ему везет с деньгами, он легко их зарабатывает и как-то умеет их правильно тратить, не прилагая при этом особых усилий. То есть некая такая легкость, такая какая-то поверхностность появляется в управлении своей жизнью на бытовом каком-то материальном уровне. Даже в мелочах. Вот здесь автор приводит примеры, что человек выходит, для него всегда замечательная погода. И неважно, идет дождь, или дует ветер, или светит солнце. Если лужи попадаются, то почему-то, в отличие от всех остальных, эти лужи, которые его радуют. Он в них видит отражающиеся звезды, он видит, насколько там, не знаю, плескаются, может быть, какие-то голуби или воробьи. В общем, радует его все это. И он и управляет своей жизнью, и с деньгами ему везет больше, и лучше, и легче. Вот такой вот этот интересный и замечательный второй дом Тельца, который нам очень хорошо раскрыл короля Пентаклей. Дополнил его. И предлагаю нам тогда посмотреть уже на практические соответствия по нашей карте в наших 4 стихиях. Напоминаю, что в большей степени это могло бы указывать нам на конкретного персонажа, либо на нас самих, либо на какого-то человека, но также это может быть и ситуация.
И стихия огня – это наш жезл, это у нас будет социум, развитие и самоутверждение среди равных прочих, скажем так, в какое-то восхождение по карьерной лестнице. Кубки – это взаимоотношения между близкими людьми, чаще всего противоположного пола. Пентакли – это сфера материального управления ресурсами. И мечи – это наши какие-то прямые действия, как для нас самих, так и для других людей, либо саморазвитие. По стихии жезлы, масть огня, карьера, социальное развитие, предприимчивость. То есть, глядя на такого человека, мы понимаем, что это тот, который не будет сидеть на месте. И хотя по пентаклям, мы с вами уже говорили, медленная стихия, но это не исключает ее движение. А особенно, когда мы говорим о короле, потому что король – это и огонь, это и движение вперед, это и захват новых территорий. Поэтому предприимчивость. Умение управлять – это отличные управленцы. Это люди, которые замечательно и прекрасно знают, как, что, зачем идет. Не знаю, почему мне постоянно в голове почему-то всплывают фермеры, всплывают люди, которые работают с землей. Так вот, эти люди, которые замечательно, прекрасно знают, как это работает. Вот ты весной садишь, летом поливаешь, сапаешь, осенью собираешь урожай. И по-другому не бывает. Может быть, год менее урожайный, может быть, более урожайный, но все будет точно так же, как в прошлый год, как в позапрошлый, как 10 лет назад. И через 50 лет будет точно так же. Отсюда и проистекает умение управлять. То есть это настолько близко, настолько понятно. Я вам сейчас в 3 стадиях описал, как можно вырастить хороший урожай. Посадил, поливаешь, а потом собираешь урожай. Возьмите на заметку. Авторитет. Ну, понятно. Во-первых, король, во-вторых, еще и человек, умудренный опытом, потому что Земля – это нечто медленное, то, что происходит неспешно, происходит постепенно, а отсюда много опыта, а опыт у нас очень плотно и прочно ассоциируется с авторитетом. Понятно, авторитет можно заработать и мечом по королю мечей, то есть, ну, это такое, скорее, будет самоутверждение в обществе. Достижение вершины карьеры. Это все, это уже топчик. Выше не прыгнешь. Ты уже император, ты уже царь Кир Медоперсидский. У тебя 127 областей от Египта до Афганистана. Куда еще больше? Весь известный современный мир. Теперь только попробуем управлять и все. Статус. Статус тут уже может говорить о положении человека в социальном обществе. Не обязательно, чтобы он был директором фирмы, либо он был там предпринимателем, бизнесменом, но это может показывать его статус. Особенно, когда мы говорим с вами о пентаклях, это будет как-то выражаться и подчеркиваться в явных внешних атрибутах. Скорее всего, по внешнему виду человека вы поймете, что это король пентаклей, когда мы говорим о статусе. Ответственность. Ответственность, говорили мы с вами, вспоминаем еще раз нашего Кира, который достает сосуды храма для восстановления Иерусалима. У него есть ответственность за своих граждан. В какой-то момент он понял, что все люди, которые находятся на его территории, это не просто люди, с которых можно что-то поиметь. Это люди, которым ты можешь что-то дать. Ты часть этого общества, ты стоишь над ними, но ты часть этого общества. И у тебя есть ответственность за них. Они хотели храм восстановить? Пожалуйста. По кубкам, по близким взаимоотношениям между людьми. Ну, понятное дело, что это мужская карта. И крайне трудно представить себе девушку в этом положении, но бывает всякое. Тем не менее, если мы говорим о короле пентаклей в взаимоотношениях, то это, опять же, снова-таки та же ответственность. Ответственность только уже за вторую половинку. То есть, когда с одной стороны мы представим, что это мужчина, да, а представим, что это вот девушка, то вот для кого ответственность, а для кого появляется ощущение защищенности какой-то, да, какой-то заботы. Ну, то есть о тебе подумают, за тебя все порешают, потому что этот человек ответственный. Ну, это как если мы перенесем сейчас выше в сферу жезлов на работу, да. Вот есть группа сотрудников, которые работают над проектом, и кого-то одного назначают ответственным, который отвечает за что? Например, там, за продвижение этого проекта, за задачу его в срок, предположим. Да? Все остальные могут по этой части расслабиться,
они занимаются своими какими-то другими делами, они знают, что это человек ответственный. И если он ответственный не в буквальном смысле, а и по жизни, то они могут на него положиться, расслабиться. Переносимся в мои взаимоотношения. Это очень прекрасное чувство. Точнее, это прекрасное качество, ответственность, которое дает второй половинке прекрасное чувство защищенности. Надежность. Ну, такая, когда я говорю надежность, это такой вот крепкий тыл. Это вот такая какая-то основательность, стабильность. Сложно представить, чтобы этого царя Кира можно чем-то было всколыхнуть вообще, чтобы как-то сдвинуть его с места. Папа. Вот когда написал папа, я имел в виду не в буквальном смысле папа, я имел в виду, что это будет такой мужчина, который как папа. И это очень хорошо даже сляется с императором, во всяком случае для меня. Ну, я однажды принял эту, так сказать, формулировку, и она мне показалась настолько близкой, родной, понятной, что я ее вот ретранслирую дальше. Что король Пентаклей – это вот прям папа. И он может в каких-то ситуациях и вести себя подобным образом. То есть вот это вот его… все, что принадлежит мне, теперь мое, или да, вот все, что я приручил, я теперь за него в ответе, вот отсюда папа. Сразу, почему я написал папа? Потому что вспоминаем мы взаимоотношения там, любящего отца и своей дочки. Ну, так что мы представили противоположность полов. Мы понимаем, что он в лепешку расшибется, он сделает все для того, чтобы и там перечисляем какие-то разные ситуации. Вот можете себе представить, что это вот тот самый папа. Обладание. Ну, большинству, наверное, девушек это будет нравиться, такое вот ощущение, оно сквозит с надежностью, оно сквозит с заботой, вот то самое обладание противоположным полом, когда человек всем своим видом, поведением, разговорами дает понять, что ты моя, все, точка. Уверенность в будущем. Все предыдущие ответственность, надежность, это все и дает как раз ту самую уверенность в будущем. Если человек ответственный, он отвечает за тебя, отвечает за ситуацию, отвечает за отношения. Есть уверенность в будущем. То, что, опять же, Кира вспоминаем, да? Вот он сказал восстанавливать, и у евреев не было сомнений в том, что храм будет восстановлен. И так оно и произошло. Вот это и есть уверенность в будущем. Традиционность. В отношениях это будет традиционность, то есть это будет человек, который, конечно, не будет лишен, помним, да, приятных телесных ощущений, комфорт, уют, секс, вот все, что вложится в канву, телу приятно, глазам приятно, ушам приятно, да, вот, и традиционность. Это вот сюда. С одной стороны традиционность, с другой стороны формализм. Это такой как уже некий, может быть, негативное прочтение, формализм в том плане, что какая-то закоснелость во взглядах может быть. То есть время немножко уже прошло, да? Традиции, может быть, уже и поменялись, а ты, дядя, отстал во времени, и ты еще живешь какими-то критериями, мерками меряешь своего прадедушки. То есть сейчас чуть другая традиционность, пора бы тебе в ногу со временем идти. Вот такой вот момент может быть. Семья, дети. То есть это вот тот человек, который будет стремиться к тому, чтобы это создать. Можно было бы его, конечно, традиционно исключить, потому что это и есть взаимоотношения, которые развиваются между двумя противоположного пола людьми. Они подразумевают создание семьи, рождение детей, покупки дачи, поездка там на море. В общем, вот такое вот все, да? Традиционность, поэтому семья, дети туда же. Ну, комфорт, много раз уже проговорено, ощущается по этому человеку. Мы и по пажу, когда с вами обсуждали, также говорили, насколько в масти Пентаклей важно это ощущение. Снова сразу-таки вспоминаем мы тело, вспоминаем землю, наши 5 органов чувств, все, что наше тело воспринимает, комфорт мы любим. По пентаклям это сфера у нас обращения с деньгами, покупка, продажа недвижимости, вложение в бизнес, стоит открывать эту кафешку, не стоит, в общем, такого рода темы, вопросы. Это удача в бизнесе, само собой. Стоит единственное, что сказать, в отличие от пажа, это не потенциал, помните, это потенциал, это начало, это там какая-то маленькая копеечка. Нет, это вот прям удача, но она также предполагает работу. Помните, по земле это у нас будет работа. Постоянная, у короля есть постоянное развитие талантов. И хотя здесь не то чтобы потенциал, а вот прям сразу тебе на голову падает огромная возможность, но это не
исключает того, что ты должен над этим работать. Поэтому удачи в бизнесе. Процветание в целом как явление, как король, как царь, Кир, который завоевал полмира. Высокий доход. Если мы там смотрим, может быть, на работу, какая будет зарплата на работе, и выпадает вот такой персонаж, можно сразу говорить о целом ряде преимуществ. Это и высокий доход чисто в финансовом плане, и возможность там контроля, и какая-то высокая должность и так далее. Опять же, стабильность, которая у нас присутствует везде, сюда можно ее тоже закинуть. Если мы спрашиваем о том, как будет развиваться бизнес, выпадает такая карта, в том числе можно говорить, стабильно будет, да, не будет там вверх-вниз, там, за конъюнктурой рынка особо следить можно не следить. Также это может быть просто меценат, то есть человек, который просто дает деньги. Меценат, спонсор, какой-то благодетель, то есть человек, который безвозмездно или под небольшой процент, в общем, на каких-то выгодных условиях поможет тебе в твоем бизнесе. Игра в долгую. По стихии Земля, по пентаклям, это стоит об этом помнить и думать. Это не будет такой мощный старт, рывок какой-то вверх. Это стоит запастись терпением, понимать, что это, если выпадает вопрос, да как быстро это будет, то это не будет быстро. Это может быть ярко, это может быть уже изначально на старте много денег, но это не будет быстро по этой стихии. Поэтому игра в долгую. В невидимом, в перевернутом, это, конечно, жадность. Когда денег хочется и побольше, и побольше. Может быть лицемерие. То есть, когда человек кажется одним, пообещал, сказал, да, забирайте сосуды из храма, а потом не отдал ничего. Походил, посмотрел, такие сосуды классные. Валтасар с них пил, а что я не могу с них пить? Не-не-не, оставлю их у себя в царском доме. Пир закатим, с женой будем пить с них. По мечам. Это у нас будет развитие, саморазвитие внутреннее. Стихия воздух. Это у нас серьезность, такой вот серьезный, основательный подход. Это было очень похоже на пажа, помните, да? Только там еще такая была усердие, прилежность, много учиться. Но если мы говорим о саморазвитии, то здесь, в общем-то, оно никуда не девается. Стихия Земля, она такая и есть. Основательная и серьезная. Ну, я и написал, кстати, серьезность, основательность. Это может быть также говорить об успехе в каких-то наших делах, в развитии карт Таро, в чем бы мы ни занимались, йогой или, может быть, какими-то другими практиками. Может говорить об успехе, о практическом каком-то успехе. Работа над талантами – это как совет, как рекомендация, да, что делать? Усердно трудиться, развивать то, что у тебя имеется, то, что тебе дано природой, то, что у тебя дано с рождения. Помним, да, что задача императора, задача короля Пентаклей – это, в общем-то, он ничего не берет из воздуха, он не придумывает это из ниоткуда, он не создает эфемерное будущее какое-то, как король кубков, который хочет сыграть на эмоциях, и погрузить нас в какое-то будущее, представить нам это лучшее будущее. Нет, это такой конкретный дядька, который вот знает, как делали его деды, отцы, прадеды, это работает. Вот он добывал нефть, и я буду добывать нефть. В общем, работа над тем, что у нас есть, то, что у нас заложено изначально, просто их нужно развивать. Также это может быть контроль, то есть за ситуацией, контроль, управление. Снова-таки император, да, границы, ограничения. Вспоминаем короля Кира, было уздано устное повеление, письменное, конкретно предписано, что, кому, куда, этому мы передаем, этот передает такому-то человеку из колена там, Вениаминова или Иудина, не помню там из какого. То есть все вот такое четненько, и даже книга записи была сделана, потом царь Дарий ее нашел, да, все вот прописано. Короче, контроль, да, вот. Не пускать на самотек. Где-то у нас уже это было, мы читали с вами, когда в общем описании, то также это подразумевался у нас контроль такой вот личный за всем происходящим, всеми процессами. Вот так вот. Потихонечку мы с вами двигаемся уже к завершению. И сейчас я вам предлагаю посмотреть историю такого для, может быть, общего развития МИДа Персия. То есть мы сейчас, в принципе, уже такую основную тяжелую работу сделали. Мы с вами уже прослушали все и по основным значениям,
и по второму зодиакальному дому, и по значениям практическим, по соответствиям, которые у нас проигрываются во всех наших сферах, то есть когда эта карта выпадает в раскладе. В зависимости от того, что мы хотим спросить. Там, как будет у нас сложится карьера, выпадает такой персонаж, мы понимаем, о, замечательно, там большой, даже не то, что потенциал, развитие, рост там и так далее. А вот сейчас посмотрим тогда уже такие более какие-то приятные моменты, уже можно расслабиться, уже можно там, в принципе, пить чай, доставать печеньки, отложить в сторону все свои конспекты. По поводу нескольких библейских пророчеств, в принципе, я не знаю, буду их зачитывать, здесь есть цитаты. По поводу того, что ведь на самом деле о том, что евреи будут восстанавливать свой храм, было предсказано. Мало того, было предсказано, кем это будет восстанавливаться. И мы с вами помним пророка Даниила, который, еще находясь в Вавилонском дворце, вначале Навуходоносору, а потом Валтасару толковал ряд либо снов, либо надписей на стене, если вы помните. И он давал предсказания, что это означает. Так вот, во сне от Бога пророк Даниил увидел 4 зверей, поднимавшихся из моря. Было там такое. Они символизировали мировые политические державы, сменяющие друг друга. Первый зверь, крылатый лев, представлял Вавилон. Облик второго зверя был подобен медведю. В Библии написано: «Ему было сказано: встань, ешь много мяса». Этот грозный медведь символизировал Мидо-Персию. То есть еще тогда, когда Даниил находился в Вавилонском государстве, он уже видел сны и предсказывал смену разных государств. После Медоперсии была Греция, после Греции была Римская империя. То есть все эти 4 зверя были ему даны в видении, и было дано толкование. В соответствии с библейскими предсказаниями, у Медоперсии появился ненасытный аппетит к завоеваниям. Вскоре после того, как Даниилу было дано это видение, Кир покорил Медян, а затем выступил против соседних государств Лидии и Вавилонии. Сын Кира, Камбис II, завоевал Египет. Последующие медоперсидские цари расширили границы своей империи еще дальше. То есть вот он выступал как медведь, которым сказал Господь: встань, ешь много мяса. То есть ему было мало. То есть он постоянно захватывал новые территории. Не было такого большого государства. Вавилон был обширным государством, но Медоперсия стала в разы несравнимо большим государством. На самом ли деле такое истолкование сна Даниила обосновано? Значит, в другом видении. Также пророку Даниилу, который имеет непосредственное отношение к предыдущему, ему было показано как баран или овен в другом переводе Библии, бодал на запад, на север и на юг. Это пророчество исполнилось, когда Медоперсия, образно говоря, бодала другие государства, в том числе и могущественный Вавилон. Ангел Бога объяснил это видение так. Баран с 2 рогами, которого ты видел, это цари Мидии и Персии. И там в видении говорится о том, что... Я здесь просто картинку сохранил. Видите, что такой вот необычный козел с рогом одним посередине, он нападает на овна. Это как раз и Греция уже была, которая появилась из ниоткуда, напала на этого самого овна и поразила его. Но Греции мы сейчас не касаемся. Исаия предсказал: так говорит Господь своему помазаннику Киру. Эти были предсказания в книге пророка Исаии, которые были, согласно летописи, написаны задолго до рождения и Даниила, и, в общем-то, самого Кира. Так говорит Господь своему помазаннику Киру. Вот тоже важный момент, особенно мы вспоминаем с вами зодиакальный дом на 3-м, на 4-м уровне прокачки 2-го дома. Вот эта вот прямая связь с высшим эгрегором, ощущение какого-то высшего предназначения, что ты в этот мир пришел не просто так, что ты с помощью каких-то материальных ресурсов можешь, даже люди это могут и не понимать окружающие, но ты можешь поднять их уровень духовности. Так говорит Господь своему помазаннику Киру, которого он взял за правую руку, чтобы покорить перед ним народы, и чтобы открыть перед ним двустворчатые двери, и чтобы врата не были закрыты. Пророки Исаия и Иеремия предрекли, что реки Вавилона, каналы, наполненные водами Ефрата и служившие для защиты города, будут осушены.
Достоверность библейских пророчеств подтверждают также труды древнегреческих историков Ксенофонта и Геродота. Они сообщают, что в ту самую ночь, когда Кир захватил Вавилон, все его жители пировали и веселились. Это скорее, скажем так, несколько таких фактов, которые говорят об исторической правде Библии, о том, что в ней записано, оно на самом деле имеет место быть и исполнялось. Когда говорится о том, что реки Вавилона были отведены, вокруг Вавилона были искусственные каналы, вы знаете, всевозможные эти фортификационные сооружения в виде каких-то замков неприступных, само собой толстые стены, валы, но в том числе и ров вырытый. Так вот, для того, чтобы подобраться к городу, к Вавилону, были вырыты искусственные каналы, я не помню, их вроде бы 360 было, они целое лето копали, все это войско медоперсидского царя, для того, чтобы отвести эти воды в сторону, чтобы можно было взять город осадой. То есть это также было предсказано, и это в итоге сбылось, о чем говорят не только библейские писания, но и независимые источники, где Ксенофонта и Геродота, ну как независимые, не заангажированные, не упоминаемые в Библии. Благодаря этим событиям удивительным образом исполнилось еще одно библейское пророчество. Ранее пророк Иеремия предсказывал, что Божий народ пребудет в вавилонском плену 70 лет. Эти слова сбылись точно в назначенное время, и пленникам позволили возвратиться на родину. Вот такие около нашей темы библейские истории, которые говорят о том, как все это, как эти пророчества сбывались, как это все. Вспоминаем мы с вами 8 жезлов, как это Кайрос, да? Или Кайрос, и пытаюсь вспомнить это слово, точнее не слово, а фразу, не случайные случайности, да? Но мы понимаем, что за этим всем стоит Господь, что Он этим всем руководил, но для людей непосвященных, которые могли просто проследить за этим, могло все показаться как ряд каких-то стечений обстоятельств, совершенно необычным, бессвязным для себя образом в течение десятилетий, порой столетий, они вот так, как пазлики сложились и выстроились в единую какую-то прямую линию. Это как солнечное затмение, да, чисто совершенно случайно, раз в 70 лет, вот именно так вот оно складывается, но нет. Есть в этом какая-то закономерность. Или чье-то управление свыше. Искусство. Давайте заглянем с вами. Есть несколько картин, о которых можно было поговорить. Ну, во-первых, давайте мы посмотрим на гравюру Гюстава Нере, которая у нас не закрыта картой от компании Лос Карабео. Значит, Кир возвращает иудеям сосуды храма. Книга Ездры, 1 глава, с 1 по 11 стих. Мы это читали с вами, мы всю главу эту прочитали. Дата 1866 год, и эта гравюра, она была отпечатана в английской Библии, позже во французской Библии. И мы здесь видим целое мероприятие, когда, собственно, сам Кир, он вышел и раздает эти сосуды, либо повелевает, и вот они там передаются от одного человека, передаются к иудеям. Видны эти большие сосуды, красивые. Наконец-то осуществляется долгожданный праздник. Вот такая вот картина в несколько плохом качестве. Жан Фуке. Название Кир II Ле Гранд и Ле Эбре. Не знаю, что это. Ну, древняя картина, 1470-1475 года. Это изображение библейского персонажа, персидского императора Кира Великого, который разрешил евреям вернуться в Святую Землю и восстановить храм Божий. Здесь мы не видим самих сосудов, но видим длинную вереницу, уходящую за край самого полотна, когда выстроились бородатые евреи в ожидании, уже седые все, старцы, уважаемые люди общества, в ожидании того, что наконец-то они смогут вернуться и исполнить пророчество Иеремии. Царь Кир передает сокровища, украденные из храма. Фердинанд Болл, рожденный 24 июня 1616 года, Нидерланды. Такая вот живопись. Здесь люди выглядят уже несколько по-другому, не так по-восточному, скорее отдана дань средневековым европейским традициям в изображении персонажей, но суть это не меняет. Следующая картина, она
просто в виде текста в большей степени выглядит. Надпись тоже. Царь Кир II, ну, это он же Кир, повелевает, отдает указ строительству храма в Иерусалиме. Но очень древние письмена, 1280-1290 года. Вот такая интересная мозаика из непрозрачного стекла по проекту Уильяма Блейка Ричмонда, выполненная господами Пауэллом из Whitefriars, завершена в 1893 году. Краткое описание. Кир, царь Вавилона, изображен сидящим в золотой узорчатой тунике. Со щитом на боку, голова повернута к мозаике Александра Македонского, но она осталась за кадром. За ним два яруса процессий. Нижняя процессия – мужчин и осла, обращенного вправо перед золотым фоном, указывающим на стену. Процессию наверху возглавляет бык и мужская фигура, возможно, священник, обращенный влево на синем фоне. Это нам все не надо. Вот можно прочитать цитаты из Библии. «Господь, говорящий о Кире, Он мой пастырь, и Он исполнит все мои намерения. Так говорит Господь помазаннику своему Киру, за правую руку которого я взялся, чтобы покорить ему народы и распоясать чресла царей, чтобы отворить перед ним двери и чтобы не затворились врата». Браун, 1896 год, страничка 13 и 14. Эти места на северной стороне хора. Ну, в общем-то, нам это тоже неинтересно. Можете заскринить и почитать. Из Библии на испанском языке 1794-1797 года. «Ля Библия Вульгата Латина». Дальше не прочитаю на испанском языке. Филиппе Скио де Сент-Мигель де лас Эскуалас Пиас. Непонятно, о чем речь идет. В общем-то, все то же самое. Кир восстанавливает сосуды храма. Имя гравюры находится в правом нижнем углу, и мы видим аналогичную сцену, когда раздаются сосуды, украшения. Мы видим ту самую минору, это знаменитый светильник, где, не помню, 7 или сколько там находилось, по-моему, 7 находилось подсвечников, в которые вставляли свечи. В общем, такая радость происходит сейчас. Ну вот, я же говорил, что немного у нас сегодня находится. Давайте теперь еще посмотрим в раздел биографии. Я здесь подготовил одного персонажа. Я же говорю, была у меня мысль сделать разбор фильма, но как-то я подумал, что, возможно, так будет интереснее. Это Генри Форд. Конечно, хотелось бы... Понятно, что такой человек, он заслуживает отдельного какого-то разбора, биографии, и попытаться вкратце прямо о нем рассказать сложно. Поэтому собрал какие-то небольшие совершенно факты, скорее такие на заре его карьеры. Почему взял его? Потому что он мне показался тем самым королем Пентакли, особенно в разрезе того, какую он империю отстроил затем впоследствии, и насколько все-таки это было одновременно и по-земному, и воплощались те все качества, которых мы читали, да, и дальновидность, и вот способность там бить в одну точку. Даже не то, что он выехал там какой-то чистой случайностью, открыл месторождение нефти, и вот она забила фонтаном, и он на этой, или там открыл, не знаю, там как копальню с бриллиантами, в смысле с алмазами, с золотом, и тоже на этом всем выехал. Нет. То есть здесь речь идет как раз о вот таком вот прилежном труде, о том, что человек выстроил эту империю, может быть, если не с нуля, то, во всяком случае, с небольшого стартового капитала за достаточно короткий промежуток времени, и которая существует до сих пор также успешно, может быть, не такая процветающая и успешная, как на своей заре, но, тем не менее, наследие его никуда не делось. Пару фактов. 7 октября 1913 года впервые в мире на заводе Генри Форда в Детройте весь производственный процесс сборки автомобилей начал выполняться по новой технологической схеме. На конвейере. Это сейчас для нас не удивление, что автомобили собираются на конвейере. А тогда это было удивление, потому что до сих пор, до Генри Форда, автомобили собирались вручную. То есть была вот такая какая-то комната,
привозили тележками запчасти, выгружали их, стоял некий там, скажем, Джон или, не знаю кто там, Майкл, который брал эти детальки и собирал вместе. Появился конвейер. Это позволило сократить продолжительность процесса сборки автомобиля марки Model T с 12,5 часов до 6. В 2 раза сократилось. В 2 раза один автомобиль стали собирать быстрее. В течение года конвейерный процесс был усовершенствован, и это время сократилось до 93 минут. В 12 раз. Не в 2, а в 12 раз быстрее автомобиль стал собираться. Прототипом конвейерных линий Форда были мясоперерабатывающие заводы, построенные в 19 веке в Чикаго и Цинциннати. Подвешенные на крюках туши забитых коров двигались по цеху по специальным проводам от рабочего к рабочему, каждый из которых выполнял одну из необходимых операций. И вот теперь мы с вами все представили понимание конвейера в том первозданном виде для автомобилей, как он существовал. То есть была какая-то длинная лента, предположим, как лента, по которой в аэропорту движутся чемоданы, выгруженные из самолета. Только это медленно движущаяся лента. И человек на своем участке, который, предположим, занимает там 4 метра, и у него отведено 15 минут, чтобы пока с точки А в точку Б продвижется автомобиль, он мог установить ту часть, которая ему полагалась. Либо прикрутить ту дверь, либо поставить те колеса, либо установить тот двигатель. Все, его участок закончился, дальше начинается участок другого человека. И в итоге за 93 минуты из ничего, из пустоты, автомобиль, доезжая до конца конвейерной линии, точнее, эта пустота, доезжая до конца конвейерной линии, получала на выходе автомобиль марки Model T, называлась эта машина. Это позволило после некоторых усовершенствований в 1916 году, то есть за 3 года, вот так, 3 года, позволило снизить цену с $850 до $360. Это, на секундочку, более чем в 2 раза. Пусть вас не смущает, что это сейчас такая какая-то низкая стоимость, маленькая сумма. В те времена это была приличная стоимость автомобиля. Давайте мы подумаем об соотношении, да, что-то в 2 раза. То есть, если машина стоила $40 000, такая же машина, она не стала хуже или лучше, или из картона, она такая же. Только она теперь стоит вместо 40 $20 000, даже там $18 000 стала стоить эта машина. Это прорыв, несомненно. Со временем с конвейеров завода Форда Model T начала выходить каждые 24 секунды. То есть, когда циферблат на часах добегал до 30 секунд, то есть одна машина сходила с конвейера. И цена на машину упала ниже $300. То есть в 3 раза снизилась цена. Если изначально машина стоила по нынешним меркам $40 000, сложно мне с математикой, 40 на 3 не поделю. 36 на 12 стало стоить $1000, да? В 3 раза. К концу 1916 года половина всех машин мира были автомобили Model T. К 1927 году, когда Ford Model T была снята с производства, их было изготовлено и продано более 15 миллионов экземпляров. Это за 14 лет. За 14 лет человек, под руководством которого существовала компания, смог выпустить 15 миллионов автомобилей. Самая трудная вещь, говорил Генри Форд, самая трудная вещь на свете – это думать своей собственной головой. Вот, наверное, почему так мало людей этим занимаются. Это такой отдельный вырванный фрагмент из биографии этого великого промышленника и предпринимателя, очень успешного. Но он раскрыл нам, может быть, одну из сторон короля Пентаклей. В деловой сфере, я бы так сказал. Вот и все. Вот такой у нас сегодня был урок, такая вот лекция. Надеюсь, что что-то осталось у вас в голове. Можно было только подытожить по поводу того, что еще раз напомнить о надежности, об основательности, о втором зодиакальном доме, о том, что на высоких уровнях прокачки, на 3-м, на 4-м, это тот человек, который хотя и осознает свое «я» выше остального мира, но также он теперь ощущает, что он является частью этого мира.
и что в его власти, в его правах, коль он пентакливый, коль он может запустить щупальца свои, и туда, куда он их запустил, он уже считает своим, он в ответе за тех, кого он приручил, то теперь он хочет всячески облагодетельствовать этим людям, он хочет сделать для них добро, он хочет не взять от них, а отдать им. И он материальные ресурсы пускает на развитие каких-то духовных ценностей. Самый простой и понятный пример – это строительство храма. Вот если вы сейчас слышите о том, что человек, там какой-то олигарх, бизнесмен, проинвестировал в строительство храма, первое, что может возникнуть, да, деньги отмывать, там что-то еще, может быть совершенно и не так. Может быть, человек совершенно с искренних побуждений это делает, потому что он это может, потому что он считает, что он не таким образом себе купит место на небесах, а у него есть какая-то высшая цель и предназначение. Он дошел до того уровня материальных ресурсов, управляя ими настолько, что он может создать какое-то материально-духовное, да, что-то создать материальное, но для духовного, среди своих людей, среди которых он живет. Он ощущает себя частью этого народа. Он никуда не собирается убежать, он никуда не собирается переезжать. Он будет здесь, ходить среди таких же людей, и он хочет делать вот так. Вот, пожалуй, и все. Большое спасибо, что оставались со мной. Желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи. До свидания.